Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые емкие обзоры и еще долгие стримы. Я в течение 3 последних лет покупаю что-то на Экспрессе в основном и рассказываю вам об этих товарах. В свете последних событий я бы хотел рассказать свою позицию, что у нас сейчас происходит с торговлей-в Китае, в особенности на площадке AliExpress, и развеять некоторые вопросы, высказать свое мнение и объяснить, почему я сейчас не советую покупать ничего на Али, с одной стороны. С другой стороны, если вы что-то решили давно купить на Алиэкспрессе, у вас буквально пару-тройку дней на это, иначе может быть потом слегка поздно. Сейчас объясню, в чем смысл. Первое, название ультра хайповое. Почему? Еще раз всем привет, потому что коронавирус — это один из вирусов. Понятно, есть конспирологи, которые считают, что его выпустили белые воротнички, чтобы опустить часть чьих-то акций и скупить их. А часть считает, что американцы это сделали. Вы заметьте, за время появления коронавируса, в течение, получается, довольно короткого периода времени, доллар в России стал стоить 60 рублей, по-моему, сейчас уже почти 65. То есть он почти на 10% прибыл в весе. Это делай раз. Делай два. Если предположить, что в течение 6 месяцев будет сейчас создаваться вакцина от вируса, опять же, что такое вакцина? Вакцинирование помогает нам не заболеть. А лекарства от вируса на данный момент даже никто не обещает, когда оно появится. То есть кто-то выздоравливает, кто-то нет. Мораль проста. Либо вам повезет, либо нет. И пока процент умерших не такой высокий. Я, как и вы, прекрасно смотрю доктора Комаровского, я, как и вы, прекрасно смотрю BBC, и бешеное количество просто-напросто врачей, начиная с того же, во всяком случае, в русском блогинге с ТНТ, ОРТ и же с ними, заканчивая, опять же, британской службой BBC информационной. К чему все приходят? Потому что на данный момент при получении посылки из Китая, если вы не заказываете себе живую летучую мышь, которую вы планируете съесть как раз из этой провинции, она не дойдет до вас живой, вряд ли вы сможете получить вирус и заболеть им. Второе, не факт, что вы, даже заболев и став носителем, прочувствуете его больше, чем прочувствуете простуду. И третье, миф того, что до 45 лет никто не болел. Ну вот в Малайзии погиб человек, ему 44 года. А насчет того, что в Китае намного больше заболевших, я в этом в принципе уверен, потому что почти 1,5 миллиарда человек там точно есть. И вот эти все цифры из разряда 7 тысяч заболевших в миллионном городе, ну гриппом больше людей умирает. Это по поводу коронавируса. То есть я бы на вашем месте, с одной стороны, не особо беспокоился в плане посылок с Алиэкспресса. Если это не живность, то ничего с вами не будет. Во всяком случае, нет ни одного источника, который утверждал бы обратное. С другой стороны, может быть, вирус станет какой-то супер-мега формой, которая будет иметь возможность проживать вне организма живого, но это маловероятно, мы все-таки не в фантастике живем. То есть заказывать в принципе можно. Второй вопрос по поводу Великой депрессии. То, что сейчас у нас будет, опять же, вы в новостях видите Великая депрессия и же с ними, это имеется в виду, что мы в большинстве своем увидим резкий рост цен на продукты стандартно, мы увидим сокращение в наших странах, особенно постсоветского пространства, потому что мы товарно-сырьевые придатки, и это нужно понимать. Я постепенно приду к теме канала, к покупкам. Основная тема все-таки покупки на Али. Сейчас я вам на все вопросы отвечу после того, как отвечу, собственно, на вопросы, которые я поставил в названии ролика. Так вот, когда придет, а она уже фактически пришла, Великая депрессия, если посмотрите на то, что творится на рынке ценных бумаг, все эти конспирологические теории, которые, конечно же, развенчаны сотнями людей в телевизоре и в интернете, если у вас кто-то работает в бизнесе, у меня есть, которые работают в очень крупном бизнесе, и они говорят, что нет, есть люди, которые очень хорошо вложились еще в ноябре-декабре в определенные компании, они взлетели. Но это люди, у которых, как говорят, полмульта и выше.
Вот. И иногда даже в долларах, то есть если люди имели капитал, то они его приумножили, значит была какая-то информация. Если была какая-то информация, все эти рассказы про то, что мышки поели бананы, потом заболели, потом все это перешло китайцам, и это может быть, это не важно. Смысл в том, что сейчас творится полный дурдом для кого-то с рынком ценных бумаг, а кто-то зарабатывает сейчас миллиарды, и на этом деле большинство, ну вот обычный рабочий люд, в котором я сейчас себя причисляю, он, скорее всего, проиграет, потому что вырастут цены, уменьшится количество рабочих мест, и все будет как всегда. Лагает. Лагает звук или лагает видео? Если лагает видео, это нормально, так всегда. Вот, подлагивает. Сейчас что-нибудь сделаю, может быть, отключу что-нибудь. Нет, это не мобильный интернет, это... Сейчас, это Wi-Fi у меня такой. Может быть, слегка печальный. К чему это все? К тому, что на второй вопрос я фактически тоже ответил. На первый, коронавирус, не коронавирус, для посылок с Китая, это все не важно. Вот. Заболеем или нет, ну, как получится. Скорее всего, наверное, многие уже болеют, но об этом, конечно же, не будут особо говорить. Звук важнее, он прям прерывается. Прерывается прям сильно. Я не знаю, сейчас попробую что-нибудь с этим сделать. Сейчас стало лучше, пишем. Терпимо, звук плохо, микрофон настрою. У меня нет микрофона, я сейчас стримлю с телефона OnePlus 7T Pro, как и до этого стримил. Вот, и по поводу китайского Нового года, когда люди пишут, что многие, вот я сейчас купил около 14 товаров, по-моему, за последние дней 6. Сейчас я покажу на Алиэкспрессе, что у меня творится, и кое-кто уже выслал эти товары, большинство... Конечно, товары не выслали. Вот сейчас прикрою пальчиком фейс свой, который вы можете увидеть в Инстаграме. Вот, ожидается отправка 13, отправлено 34. В общем, где-то 4 айтема, 4 вещи за последние дней 6 мне все-таки отправили. Видео со звуком лагает. Всегда лагает видео, а насчет звука ничего сказать вам на данный момент не могу. Когда заканчиваются их праздники. Продлили их на 10 дней, Кирилл, и смысл в том, что неизвестно, что будет дальше. Почему? Потому что кто-то что-то отправляет, а кто-то нет. Допустим, 2 пары кроссовок, которые я недавно заказал, мне отписались продавцы, что у них прям жестокий вирус бушует, и они не могут даже дойти до почты. Из какого города они не пишут. Это я миджевские кроссовочки еще одни заказывал. То есть на данный момент проблема в том, что сейчас не получится, вероятнее всего, не получится без проблем заказывать много, и во всяком случае завтра вам это точно отсылать никто не будет. По причине того, что у них там ЧП помимо Нового года еще и вирус бушует, а насколько он бушует, можете посмотреть опять же от стримеров Китая. Да, они там не голодают, в магазинах продукты есть, но пока все очень плохо. Дальше. По поводу еще покупок из Китая, почему я сейчас советовал бы что-то купить, что вам хочется, если вы живете в России, либо в каких-то регионах постсоветского пространства, где зарабатываете все это дело в рублях. И чтобы вы понимали, до какой степени я близок к рабочему люду, я, хотя человек инженерной профессии, допустим, последние 2 суток я провел на морозе в минус 36. Из этих суток я, наверное, спал 3 часа, вот потом пришел домой где-то к 12, поспал и сейчас стримлю. Проще говоря, я отношусь к деньгам из разряда, я понимаю, как их зарабатывают. Так к чему это все? К тому, что на данный момент курс доллара 65 уже, если недавно был 60. И даже если какие-то продавцы будут делать скидки на дешевые товары, ну представьте 10%. Уже на 10% мы просели по цене в рублевом эквиваленте. То есть, проще говоря, если завтра он будет 70 рублей, а возможно он будет, так как я уже говорил в прошлом стриме, если вам говорят, что рубль будет укрепляться, значит что-то произойдет наоборот. Ну, прошлый стрим рубль был 60, сейчас он, по-моему, 65. Вот. Будут обзоры на проводные наушники очень скоро. И к чему это все? К тому, что если вы планировали какие-то покупки и у вас вот прям
именно на эти хватает денег именно на эти покупки, лучше сейчас их купить, но не пошли, черт с ним, значит деньги вам вернут. Бояться, что вам придет вирус, очень, очень низкая вероятность, во-первых. Во-вторых, учитывая, что последнюю неделю я ходил на почту и забирал товары, а там вечный ажиотаж, как мне говорят, 11 ноября приходит народу, это не так. Приходят и товары кому-то в январе прислали. То есть я стою в этих очередях, у нас 3 очереди стабильно большие. Люди вообще не беспокоятся по поводу того, что им приходит в посылках. Потому что, еще раз повторяю, что вирусы живут на данный момент только в живых организмах. Если они будут жить не в живых, мне кажется, нам будет триндец. Вот, поэтому особо не расстраиваться. Модератор не злой, напоминаю, что канал у нас без мата, без хамства, без пропаганды алкоголя, никотина и наркоты. Почему? Потому что, наверное, я древний, 36, я это уже проходил, и, может быть, у нас здесь есть молодежь, в чем я уверен. Я хочу, чтобы они понимали, что в зрелом возрасте можно жить без всего этого. А чтобы жить счастливо, если вы человек творческой профессии, там, не знаю, вы рисуете картины, пишете книжки, можно чем угодно заниматься, то, конечно, у вас без допинга неофициального довольно сложно, и вам не понять обычного человечка, который руками работает. Почему? Потому что с вредными привычками, если ты руками работаешь, ты проживешь значительно меньше, а скорее всего еще и будешь с травмами. К чему это все? К тому, что если вы собираетесь что-то покупать на Алишке, можете покупать. На Амазоне через кого-то покупайте, на eBay покупайте, бояться нечего. Единственное, чего можно бояться и чего я боюсь, это то, что доллар скакнет там до 80 рублей. Почему? На фоне Китая. Потому что Китай теряет миллиарды долларов ежедневно из-за как раз вируса. У него стоят продажи, у него стоит производство, у него стоит транспортные передвижения, то есть намного меньше людей передвигаются у них в январе. Проще говоря, они теряют много денег, у них уменьшается экономический рост их страны, соответственно, уменьшается общемировой экономический рост, уменьшается количество рабочих мест. И если на пальцах, проще говоря, вполне возможно, что очень много людей пострадает в плане сокращений. Что у них, что у нас. А насчет экономики крякнут, это хорошо, что мы с вами, большинство зрелые люди, как многие мне говорят, ничего не будет. Я прожил 90-й год, я помню, у меня на этом, можно сказать, семья одна из тех, которая что-то сделала финансово. 98-й, когда мою семью подрезало в 3 раза в плане финансовом отца. Сейчас я 16 лет, уже 20 лет живу на самообеспечении, и я скажу, что я постоянно готов к каким-то таким финансовым неурядицам в плане того, что я привык к этому. В мире это всегда происходит, в постсоветском пространстве это происходит чаще, чем всегда. Поэтому все эти вирусы и депрессии, я думаю, все готовы. Все примерно понимают, куда они пойдут, где мы будем разгружать вагоны. Я буду в Петербурге на Ломоносовской, либо на Красном треугольнике. Кто знает, что такое разнобой, те поймут, где я буду разгружать вагоны в случае необходимости зарабатывать деньги срочно сегодня и здесь. Конечно же, всегда нужна будет где-то охрана и люди с руками, сварщики, разнорабочие тоже. Но не будем о грустном, будем о позитивном. Позитивное заключается в том, что сейчас никаких суперскидок на лишние товары нет. То есть это не стрим из разряда того, что вы бегите и обязательно покупайте. Это не тот формат видео. Серчип, что не так? Когда антивирус выйдет из бета-теста? Я думаю, что это не антивирус. Еще раз, вы спрашиваете, как будут лечить, пока ни разу я не слышал ни в блогосфере, ни еще где-то по поводу коронавируса, что специально потратил на это несколько дней, пытаясь понять для себя, как для обычного обывателя. Ладно, у меня там 2 высших образования, но оба они, одно техническое, одно, образно говоря, больше к деньгам относится. Так вот, я для себя не понял, чего бояться. Почему? Потому что, если смотреть, каким образом распространяются в принципе вирусы, кто умирает, не стоит нам беспокоиться. Если вы не долбите себе по фене, по вене и у вас нет гепатита последней стадии, какого-нибудь ЦДЕ, то вероятность того, что вы, нормально питаясь и используя элементарные средства гигиены, это постоянно мыть ручки, заразитесь на данном этапе почти нулевая. Опять же, для Питера, Москвы, наверное, все-таки вероятность выше.
Но нужно хорошо спать, нужно хорошо есть, нужно поднимать свой иммунитет, и все будет в огне. Очень советую в этом смысле довольно странного человека в плане того, что у него специализация, конечно, другая. Доктор Комаровский. Я его смотрел, когда у меня ребенку было мало-мало лет, когда была паника, и каждый раз он помогал. Сейчас я его смотрю, я понимаю, что он хайпится, и я понимаю, что все его умозаключения, так же как заключения профессоров BBC, еще что-то, фактически вертится вокруг одного. Давайте объясним людям, что такое вирус, давайте объясним, что через полгода мы сможем им продавать вакцину, притом вакцину эту будут продавать, конечно же, не людям, а государствам. И эта вакцина будет препятствовать тому, чтобы люди заболели. Но не факт, что в это время вирус не видоизменится. То есть, по факту, на данный момент все это вилами по воде. Вот что у нас в сети нету, это все вилами по воде. Единственное, что это делает, это очень хорошо укрепляет доллар, это очень хорошо разгоняет акции фармацевтических компаний и не только. И что еще, и вводит нас в состояние стресса из разряда того, что давайте думать только о том, как бы выжить. Но мы забываем, что существует просто бешеное количество болезней помимо этого. Если вы погуглите, сколько на постсоветском пространстве эпидемий, вы очень сильно удивитесь. По сравнению с этим коронавирусом, эпидемия ВИЧа, эпидемия гриппа, она уносит просто нереальное количество людей, так же, как сбитые люди на дороге. Посмотрите статистику официальную. У вас волосы дыбом встанут. Это не к тому, чтобы снизить сейчас уровень паники по поводу коронавируса и не беспокоиться не по поводу чего. Конечно, беспокоиться стоит, потому что черт его знает, как оно все реально происходит. А так, рано или поздно мы все окажемся понятно где. А сейчас на Алишке можно покупать. Что покупать, вы и сами знаете, что вам захочется. Главное, живность никакую не покупать. Теперь мы можем пообщаться по каким-то таким животрепещущим темам. Наверное, слишком много про железо говорил за последние стримы. Стримлю я уже полгода, как вы прекрасно знаете. Сэрчип, я про медицину, это не этот формат. Сэрчип, здесь же дело в чем? Почему, знаешь, еще раз, почему я могу чуть-чуть все-таки реально рассуждать по поводу болезни, о которой мы сейчас немного говорили. Я 3 раза пневмонией болел. Все 3 раза у меня была вирусная пневмония, я переживал это дело, у меня был пониженный иммунитет, я бухал, я курил, и мне было очень плохо. То есть это тот уровень, когда у тебя капилляры лопаются и у тебя кровь выходит с мокротой. Если кто-то болел, он знает. И, наверное, стоит обсуждать меры предосторожности, что маска бесполезна, что если носить маску, то только с очками, что если будет какой-то трэш, то, скорее всего, доберется он до нас всех, кроме тех, кто в убежище. Я не думаю, что это будет. Вот и все. Потому что количество вообще вещей, которые происходят в мире в плане... если вам, опять же, если вы сидите на стриме, я думаю, мое мнение вам интересно. Так вот, через мою призму обычного человека, который болел пневмоком и который периодически болеет гриппом, ни от чего я не вакцинируюсь, мне абсолютно чихать. Я считаю, что человек по нормам ВОЗ должен болеть 12 раз в году минимум. А если вы болеете больше, то тогда это проблема. Если вы болеете 12 раз в году, все в порядке у вас с иммунитетом. Скажи, пожалуйста, лучшие недорогие беспроводные наушники-вкладыши. Redmi AirDots есть топ-10 на канале, посмотрите. Вот, вернувшись все-таки в нашу реальность, помимо всех этих покупок из Китая, есть на Алиэкспрессе еще магическая функция покупка с доставкой из России, либо Тмол. Вы можете благополучно покупать товары там, если у вас реально уровень паники на беспределе, можете покупать там, вам будут отправлять с российского склада. Вы переплатите там 5-7% стоимости, но будете абсолютно бесконечно спокойны. Затычки, пожилой колдун. Вкладыши есть топ-5 на канале. Саша, что за кубик? Это Xiaomi-шный кубик номер 2, вот номер 1. Я надеялся, что он будет тоже прозрачный, какой-то забавный, но в итоге получился еще более унылый. Унылый кубик. Даже кубик унылый. Дальше. Цена за доставку превышает стоимость товара. Кирилл, это только по поводу габаритных каких-то товаров. Не забываем прожать лайк за труды, подписаться на канал, поставить колокольчик. В основном у меня исключительно быстрые обзоры и длинные стримы. Пытаюсь делиться с вами опытом жизненным в первую очередь, потому что мой опыт, как говорят в определенных структурах, он через ноги, не через голову.
2 года я работал грузчиком, 3 охранником, инженером долго работал. В общем, всего чего, говорю, единственное, что меня не трогало, это вот какие-то такие, стену покрасить красиво с рисунком или выложить плитку с рисунком. Плитку клал, с рисунком не клал. Ну, примерно так. К чему это все? К тому, что, несмотря на то, что канал без мата и алкоголя, я, наверное, ближе все-таки к работяжкам, чем к интеллектуалкам. Вот, дальше, это оригинальный кубик, да, это все оригинальные кубики, все они стоят в районе 200. Да, Талги, всех помню, да, Impact KZS1 мне нравится, звук, внешне не нравится. Halo T15 пока не высылают, очень много чего не высылают. Я бы хотел еще показать вам вот такие вот штучки, это последние мои мосфиты, которые я разбил. Точнее не я, а мой 6-летний ребенок. 3 удара об пол и часам пришел конец. К чему это все? К тому, что когда я делаю подобного рода тесты, это первый такой тест, по-моему, над такими часами. Почему? Потому что они были заявлены как армейские, они должны были пережить 14 видов различных нагрузок, не пережили они заморозку, как у всех, все, Mi Band 4 переживал заморозку. Не выдержит ничего, пережили они отлично удары ножом об экран, я хорошо довольно долбил вот этим ножичком об этот экран, можно даже сейчас повторить. То есть, может быть, не сильно, может быть, там не супер, но как бы, наверное, вот так лучше. Я сильнее буду потом на следующем стриме, когда еще одни дойдут мне, я вроде бы куплю. Пока по количеству лайков и репостов видео наберет, мне кажется, 2000 лайков, куплю еще одни такие часы и расскажу. И к чему это все? К тому, что первый раз с обманом MSFit связался и было очень печально. И поэтому я с вами этим поделился. То есть это никакой не хейт. Часики у меня, получается, валяются уже недели 2 и суммарно. И я даже привык к внешнему виду. Но все равно обидно, что они нас обманывают в рекламе. А так все мелочи жизни. QCY S2, QCY T5. Вот по поводу QCY фирм. Вы открываете ролики на канале под любым моим роликом. По любым наушникам. Есть комментарии. Я специально не удаляю ни агрессивные, ни пассивные. Проще говоря, я не удаляю не хорошие комментарии, которые говорят, да, ты прав, не плохие. Единственное, я удаляю только комментарии с матом, либо откровенной рекламы других каналов. Также, как предупреждаю, будете рекламировать здесь каналы, вы будете забанены. Будете хамить, либо ругаться матом, то же самое. Отвечу на все вопросы постепенно, друзья. Я понимаю, что сейчас будет какой-то мини-трэш, в плане очень много людей, очень много вопросов, но поверьте мне, за 2-3 часа я отвечу всем, это 2. И 3 часики норм, но не за 9000. Подождете, они будут также 6, я уверен, стоить. Морской свин, пожилой колдун, помню, да, ой, какой странный человек. Здравствуйте, Польза, как дела? Я давно не заходил на стрим. Очень рад, что вы дошли. Дальше, Wi-Fi роутер домашний у тебя от Xiaomi. Сергей, я заказал Xiaomi-шный роутер за 2300. Как только его вышлют, мне его даже не выслали, я вам обязательно расскажу. Да, не забываем прожать лайк, может быть, репостнуть стрим и спрашивайте, начиная все, начиная от, не знаю, вирусов и депрессии, заканчивая китайским Новым годом. Во время китайского Нового года, кстати, стабильно ничего никогда не отправляют, это уже не первый раз. И к чему это все? К тому, что когда ты 3 года покупаешь товары на Алиэкспрессе, кстати, вот многие спрашивают, слово «кстати» очень часто повторяю, но скузи, очень многие спрашивают, какой у меня рейтинг в центре привилегий. Вот. Это чтобы вы примерно понимали, сколько я покупаю. Те, кто покупают, они сейчас поймут, что это не просто набрать столько очков. Но вот теперь вы видели, почти 7000. Братишка, что лучше, Halo GT1 или КЗ? КЗ лучше звучат, Halo лучше выглядит. Заказывать из Китая, еще раз повторяю, можно все, кроме живности, без проблем. Если ваш уровень паники превышает допустимый, то есть вот просто, не знаю, боитесь вы, просто боитесь, что видоизменится вирус, и он будет жить на поверхностях больше суток, и именно вам он придет, и вы больше ниоткуда не сможете заразиться, кроме как от этой бедной посылки, покупайте с доставкой из России, и все. Саша, что взять, QCY T5 или Redmi AirDots? Я бы T5 взял. Но опять же, читайте отзывы. Отзывы самое главное, потому что, говорю еще раз, мы собираем мини-адептов для каждого ролика. В основном крупные каналы собирают свою аудиторию.
Вот, у меня ролики смотрят подписчики, наверное, процентов 10. Я выхожу людям по релевантности и выхожу людям в поисковике. Что это значит? Люди, которые реально покупают эти товары, не мои подписчики, оставляют мне комментарии. Посмотрите, комменты в основном от пользователей именно, что хорошо. То есть не от людей с флагом и фанатов: «О, польза, ты прав». И вот среди этих комментариев как раз можно для себя что-то подчерпнуть. Вот. Я бы Т5 взял. Если мне внешне Т5 больше нравится, КЗ лучше по звуку. Кроссовок Peak Crazy 6 смотрел или будешь? Не смотрел. Отлично рассказываешь. Есть Инстаграм. Григорий, все мои контакты, Фейсбук, Инстаграм и все остальное есть в описании к этому стриму. Можете подписаться, буду только рад. Лучше всего писать ВКонтакте, добавляться в друзья, пишите и спрашивайте. Не на все я могу ответить. Лучше всего, идеальный вариант вообще для всех, это в телеге написать. У нас в телеге 600 человек. Там очень много людей забаненных. Почему? Потому что если вы не согласны с какими-то моментами из разряда того, что хорошее может стоить дешево и выбор по-настоящему в этом мире очень большой, сравнивать ничего нельзя, все относительно, субъективно и т.д. и т.п. Можете к нам приходить, вам чем смогут, те помогут. Всем помогут. Дальше. Huawei FreeBuds 3 в оффлайн-магазине 156 баксов с гарантией. Норм, не норм. Телефон OnePlus 5T. Если у вас были вкладыши, норм, но лучше купите AirPods. Подскажи за свою цену игровые наушники с микрофоном, только со шнуром. Xiaomi-шные были у меня. Сейчас покажу. Даже покажу, потому что я их сейчас юзаю. Вот. Это как раз из разряда того, что когда многих спрашивают, а где товары, которые ты покупаешь. Все товары, которые я покупаю, особенно такие, которые мне нравятся, вот они у меня все еще. Что-то дарю, но в основном либо оставляю, либо использую. Пока единственное, несколько десятков пар кроссовок у меня, конечно, уже это совсем печально, не знаю, куда их девать. FreeT Retro 90 будешь? Да, буду, уже заказал. По поводу Xiaomi FreeT Retro 90. Midge Retro уже был на обзор, Зеницу не сдается. Привет, а чего уведомления опять на стриме не было? Еще раз, те, кто являются моими подписчиками, я буду очень вам благодарен, если вы сейчас нажмете на колокольчик и отожмете его, еще раз нажмете. Почему? Потому что у многих слетает оповещение о стриме. Вы знаете, что мы каждое воскресенье собираемся. Это полуламповый стрим. Почему полуламповый? Потому что я забыл лампу. Принести лампу, плюсики ставим, кто знает, о чем я говорю. FPS проседает на стриме, который стрим уже планируешь устранить проблему. From, честно, нет. Наверное, потому что, чтобы были все свои. Наверное. Я не знаю, я пока особо не заморачиваюсь. Стрим у меня это как фидбэк. Вот я читаю ваш чат, отвечаю на все ваши вопросы. Постоянных подписчиков я знаю, неделю я пилю видосы о каких-то вещах, которые мне интересны, и потом в основном о них отвечаю. О чем не успел рассказать, то есть, допустим, у меня прошки здесь лежат, бедные ножи, про которые я уже 3 недели обещаю рассказать, копии бацев, все это лежит, может быть, меня кто-то опередит, но мне не важно по поводу этих обзоров. Вот эта вот штука, про эту штуку я, скорее всего, расскажу завтра. Про проводные уши постараюсь вот эти рассказать. Про беспроводные E10, которые не стоит покупать, тоже расскажу. Вот на следующей неделе примерный план вы видите, а как получится, уже не знаю. Завтра будет ролик Антон Польза. Если все будет хорошо, то да. Здорово, а где можно брать купоны для покупок на AliExpress? Хотелось бы экономить при покупках. Честно, лучше всего искать в сети. То есть я вам не подскажу вообще, почему. Потому что у меня вообще их не бывает. Я пытался эти деревья растить, это меня достало. В итоге у меня нет ни монеток, ничего. У меня есть обзор, каким образом на Алишке покупать дешевле. Можете посмотреть вот там полностью. Копии бацев лучше оригинала. Влад, я вам больше скажу. Вот этих копий у меня 3. Я не верю, что есть какие-то нормальные. Кому надо продать, он, наверное, расскажет, что они нормальные. Слишком сложная технология. Оригиналы тоже есть. Как-нибудь расскажу. Я пока из себя не могу выжать информацию нейтрально, чтобы не захейтить, а сказать, что, наверное, можно покупать. Сейчас я не скажу какие-то, что можно покупать, потому что, еще раз, у меня 3 разных модели от 3 разных производителей. Фейков. И все они мрачные. Я не верю, что кому-то пришли не мрачные. Может быть, все бывает, так сказать. Покупать на Алиэкспресс или нет? Покупать развлечения потеха, не бояться. Только не животных. Варвар, будем считать, что это не реклама. Но я читать это не буду. Вы теперь знаете, где покупать, где искать купоны. Кстати, кто заметил, я когда подключаю 101 и запускаю YouTube, ролики дико тормозят. Гай я не замечал. Если честно, у меня нет устройств ниже, чем Bluetooth 5.0.
90 тысяч макс стоит покупать. Алексей, любые подделки это просто вот накрутка. Не знаю, как повезет, и скорее всего вам не повезет. Кстати, сегодня Mi Band 4 мы две разыграем. Двое Mi Band 4 я забыл, но тем, кому нужен Mi Band 4, не ждите. Я в комментариях укажу, кто победил. Как бы уже договаривались. Да, Kick-Ass уже отправляются с Алиэкспресса спокойно по ссылке, притом не только те, которые находятся в Китае, но и, точнее, не только те, которые в Сингапуре, но и те, кто за пределами Китая же. Точнее, не только за пределами Китая, но и из самого Китая. Как думаешь, стоит ли покупать одежду на Алиэкспрессе? Никита, только если вы не в Петербурге и не в Москве живете, то тогда да. Здравствуйте, стоит ли покупать наушники Xiaomi Mi Gaming Headset USB? Бум-бум-бум-бум. У меня был обзор на них, мне они нравятся. Я их только что, по-моему... Вы про эти наушники же спрашиваете? Я в курсе, просто ответил человеку. Окей. А что не будут отправлять еще 2 недели? Богдан, еще раз, мне пришло 2 сообщения от 2 продавцов, которые продали мне один продавец кроссовки и второй. Разные модели, и они оба написали, что у них там какой-то трэш, и в то же время и они не могут ничего отправить, что у них карантин, но другие, с другой стороны, отправляют. Amazfit Bip не для спорта норм. Леонид, только если они вам очень нравятся, тогда купите Amazfit Bip Lite. Зачем вам тратить лишние деньги? Они еще дешевле стоят. Xiaomi A3 рекомендуешь к покупке? Нет, я вообще к телефонам Xiaomi отношусь скептически. Это, как говорят, это не топ за свои деньги. Просто если у вас мало денег, то лучше купить именно эти телефоны. Они самые сбалансированные. Привет, я новенький. В Лейс очень приятно. Не забываем подписываться, кому нравятся такие форматы. Форматы стримов у меня миссия в основном в одном. Ответить вам на все, узнать ваши интересы, заказать, что вам интересно сегодня. И понять, стоит ли мне делать такие видео, которые я сейчас делал. Потому что в основном они, конечно, бьют по моей же репутации. Последний видос, который у меня был из веселых, это 10 наушников, которые я не советую покупать. Все они хайповых моделей. Это из разряда того, что стадо блогеров бежит и пытается их благополучно вам продать. Я считаю, что их покупать не стоит. Это не потому, что я такой весь герой. Я считаю, что AirPods стоит покупать. Нужно покупать AirPods, это крутые уши. Вот сегодня только был в Связном. Вот, в Связном, по-моему, или еще в каком-то, или в Билайне, черт его знает. В общем, спросил у мужиков, что больше всего покупают. AirPods. То есть вот вам ответ. Что больше всего покупают? AirPods 1 и AirPods 2. Почему? Потому что самые стабильные уши, потому что 5 часов автономки, потому что вкладыши. А все остальное, это вот покупайте, я считаю, что-то до 1000. И все эти Sennheiser, если вы посмотрите, опять же, отзывы на американских сайтах, вы поймете, что это лабутень. А к чему это все? К тому, что 10 наушников, которые не советую я, посмотрите, если у вас такие наушники, лучше не отписывайтесь, потому что у нас, опять же, может быть разное мнение. И я базируюсь на том, что лучше сэкономить. Я за экономию. Хотите тратить много, можно покупать сонки по там, 20 плюс, там, 23 тысячи накладные. Если хотите экономить, то лучше экономить с умом. Там, покупая за 1000 рублей наушники, и фактически вы будете получать то, чего хотите. Как очень многие правильно говорят, по большому что нам счету нужен? Низкие частоты, ТЧК. Кто из нас, честно, плюсики, кто слушает классику? Вот сразу тем, кто слушает классику, если вы вдруг плюсики понаставите, покупайте накладные наушники, это точно не затычки и не вкладыши. Ну, может быть, вкладыши хоть как-то, но не затычки. Саша, закажи Astrotec S80, говорят, годные уши. Не обещаю и, возможно, закажу. Вы мне скиньте в контакт. Егор, Станислав, Kick-Ass, Сергей, так это отлично, тогда смотрите миксайдеры накладные за 2200 на канале и покупайте, но точно не вкладыши, не за... Ваш вариант не вкладыши и не затычки, ну может вкладыши только там какие-нибудь там фрилейсы, фрибатсы как раз. Везде не хватает, везде во всех затычках не хватает верхних частот. Я не знаю, это как знаете, заговоренные. Все вам показывают АЧХ, все вам рассказывают, что здесь там смещены низкие, высокие, средние. Это затычки, там не может быть высоких частот. Вот, там, по-моему, есть один аудиофил, который делает классные достаточно обзоры. Я даже знаю, кто его пиарит. Такой на вампира похож, я не помню фамилию. Мне он нереально нравится. Это самый харизматичный ютубер, которого я видел, потому что у него обзоры были как выстрелы. И я понимаю, что он зарабатывает деньги, пиаря там наушники по 3 миллиона, но он крутой.
Вот у него все понятно. Хочешь норм, покупай накладные. Все остальное, вот о чем мы рассказываем, о затычках, это попса. Для вас, для нас, для всех. Соньки, Гай, топ, но стоят они, опять же. А какие телефоны тогда за топ за свои деньги? Максим, все OnePlus. Александр, а сам каким телефоном пользуешься? OnePlus 7T Pro, супруге купил iPhone 11 Max Pro, и я скоро сделаю о нем, возможно, ролик. Мораль какую хочу вам сказать по поводу айфона, это то, что от 7 Plus он не особо дико отличается. Вам, может быть, кто-то, обладающий теми и другими и другой моделью, напишет, что 130 тысяч, там этот стоит 35. Нет, вот реально по оболочке, потому что фризов нет, потому что как фотографируют, ну очень они близки. Хотя цена в 4 раза, один там 30 тысяч, другой 120. Какие наушники проводные выбрать с хорошим звуком полноразмерные? Были на канале вообще любые. В первую очередь по поводу полноразмерных ушей я могу посоветовать вам одно. Очень хорошие стенды в М-Видео, в Эльдорадо, которые я ненавижу патологически. То есть я не советую вам покупать ничего в гипермаркетах, но вы можете туда прийти, послушать, как эти наушники звучат, а главное, как они сидят на вашей голове. Но звучат, во-первых, вы должны послушать с носителя, с которого вы будете слушать, качество файлов, то, которое вы будете слушать, и конкретно те произведения, которые вы больше всего любите. Почему? Потому что вот эта игра с эквалайзером, игра с амбушюрами, с шапками, это до такой степени специфичные все моменты, и если вам все это не важно, то вы можете покупать все из масс-маркета. Миксайдер Е там какие-нибудь за 2,5, и все, не заморачиваться. Подскажи наушники для бега к Stratos 3, какие лучше взять? Любые, можно вообще на шнурке. Я бы Bullets 2 взял, либо Freelace. OnePlus Bullets 2, если найдете. Но я думаю, если у вас есть Stratos и 3, я думаю, вы 3000 найдете как-нибудь. Правильно? На 3,5 во время распродаж. Да, я вообще покупал их за 6. Привет, как думаешь, стоит ли брать Honor FlyPod Lite в данный момент? А почему нет? Качество материала, звучание, все у них в огне. Плюс бренд узнаваемый. Плюс вы можете купить что-то и надеяться на то, что у вас будет гарантия какая-то. Правильно? Как в пулях вторых басуху улучшить? Тима, там и так такой беспредел. Вы с чего слушаете? У вас, ну хотя их подделок я не встречал. Что у тебя за часы? Это Stratos 3. Это просто Amazfit Stratos T-Rex, который у меня 6-летний ребенок разбил на тесте. Вот это краш-тест, как говорится. Вот, потому что, говорю, нежно бросать вот эти вот все часы. Часы магия. Вы посмотрите любой мой обзор. Я во всех обзорах куда-то их бросаю, что-то там с ними делаю. Но это все лабутень. Они не должны выживать. И эти не должны нигде выживать. Просто реклама в основном у этих часов такая, что вот вы можете паркуром заниматься. Да вы 2 раза долбанете во время паркура эти часики и все. Если у вас пивное пузико и вы натянете себе их, окей, с ним ничего не будет. Если вы перепрыгиваете через перила с 1 на 2 этаж, если вы можете катать на доске, ну скузи, им будет хана. И поэтому я и сделал данный обзор, потому что нечего позиционировать часы для спорта, которые не являются часами для спорта. Вот. Полноразмерные наушники для спорта на улице какие посоветуешь? Опять же, Руслан, те, что вам будут по голове. Я другу, миксайдеры у меня были за 2000, по-моему, отдал просто. Вот, и он до сих пор в них бегает, очень нравится. Любые накладные, главное, чтобы прилегали хорошо. Вы же не собираетесь солнышко крутить в них. По смарт-часам с NFC сейчас желательно не жить возле розетки. Huawei GT2, давайте бросайте в меня дизы и тапки, потому что я их очень сильно захейтил. Но напоминаю, что я их покупал Huawei GT2 за 16 тысяч. Так, они реально их купить сейчас за 10. За 10 они норм. Либо подождите вот эти вот Mi Watch, глобалочку, может быть, я держу кулачки, чтобы у них получились NFC. i50 тысяч ТВС, i90 тысяч ТВС, все было на канале. Вот. Ну, 50 тысяч, по-моему, не было, 90 было, наверное. Я не знаю, у меня столько подделок лежит, вы бы знали. И поэтому давно я про подделки ничего не рассказывал. У меня даже 5 ушей есть для розыгрыша. Но как-то не особо я хочу их разыгрывать. Вообще не хочу о них рассказывать пока. Потом, может быть, настроение появится. Привет, а на Xiaomi Hi Plus будет обзор? Батарейки или аккумуляторы какие? Да есть у меня Xiaomi Hi Plus обзор на первую версию. Вторая версия у меня лежит на полке уже 2 месяца. Я их даже носил и тестировал. Но на данном этапе жизненного развития почему-то опять ужасная фраза, да, бесит. Я не очень хочу. Не забываем прожать лайк. Нас 200 человек, лайков 148. Неужели такой неинтересный стрим, друзья?
i90 тысяч, 900 тысяч. Антон, все это одна и та же лабутень контора. Подскажи телефон до 12 тысяч. Xiaomi Redmi 7. Redmi Note 7 на 4 гектара оперативы. Либо Xiaomi Redmi 8. Подскажи телефон так. Какие, Саша, накладные беспроводные наушники взять до 30 баксов? Егор, я бы взял миксайдеры, если вы не хотите идти в магазин. Что за наушники на столе? Только зашел. Это, как это, не знаю, обод всевластия от Blue Dio, который я собирался захейтить, но мне несколько людей просто после, по-моему, прошлого стрима написали, что я глупыш и не понимаю, зачем его использовать. Я постараюсь максимально лояльно о нем рассказать. Странная штуковина. А это миксайдеры E10, которые я не советую к покупке. Я еще не делал на них обзора, но я их уже тестировал. Почему лежат они здесь? Чтобы вы не купили вдруг разводилово. Не берите. Что думаешь насчет FlyPods Pro? Ничего, я не знаю, что это такое. Honor FlyPods я знаю, FlyPods Pro я не знаю. Я, кстати, удивился, когда понял, как сильно амбушюры влияют на звук. Гай, влияет на звук амбушюра, то, с чего вы воспроизводите, внешняя среда, качество самой музыки. То есть, если вы флаг скачаете на торренте, либо флаговский файл купите в магазине, и он у вас появится, вы очень сильно удивитесь от разницы. Прямо нереально. Стоит ли покупать Redmi AirDots или за эту сумму купить другие? Вы можете Halo GT купить 2 и будет вам счастье. Вот. А вообще, что вам нравится, то и покупайте. И что есть лучше, чем QCY T5 такой же формы? Honor FreeBuds Lite. По-моему так. Или FlyPods. FlyPods Lite. Беленький, черненький есть. Что еще? Норм ли Redmi 8? Думаю, да. А почему нет? Мое мнение, что норм. Кто со мной не согласен, пишем. Дальше. Почему не стоит покупать E10? Они мне не понравились, а вы узнаете об этом в ролике, можете покупать. Опять же говорю, если вы меня смотрите, логично предположить, что вам интересно мое мнение. Вот я свое мнение на данный момент пораньше сейчас чуть-чуть анонсирую. Почему? Потому что я заинтересован, чтобы вы не покупали всякий хлам, либо купив хлам, услышав от меня, что это хлам, поняли, что у меня довольно полезный канал. В кроссовках Xiaomi Mi G ретро подошва по типу буста. Какие посоветуешь для повседневного? Их и советую, но опять же они не на влажную погоду, то есть и не на холод. Вот. Как работает Touch Bash в тесту? Вы можете посмотреть обзор. А почему не стоит накладные наушники — это самый худший и самый неудобный форм-фактор? Серьезно? У тебя есть шуруповерт Xiaomi? Нет. У меня есть, это не шуруповерт. Черный — это, вы имеете в виду, электрическая отвертка. Да, она у меня есть. У меня есть обзор на нее. По-моему, даже 33 тысячи просмотров было. Вот на эту штуку, правильно? Вы про нее спрашиваете? Realme Buds Air заказал? Да, я вообще заказал все, что вы просили. Я даже боюсь считать, сколько я потратил. Но последние 2 стрима, вот все, что вы писали, более-менее потребное, ладно, дороже 5000 рублей, потому что всякие анкеры я покупать не буду. Если вы спросите, почему я не делаю обзоры на какие-то супер ноунеймы, по одной простой причине. Любое упоминание любого бренда, я не знаю, начиная от каких-то там ставок и еще чего-то, за все это платят. То есть, как бы блогеру, если его смотрят, то ты сказал, я не буду это рекламировать, и тебе тоже лупанули, если кто не в курсе. Ну, я уверен, что есть фанаты на стримах, кому это интересно, теперь вы знаете. Поэтому, кроме Вилсома, который никому не платит, которому платят Ньюса, на которого все нападают, наверное, ничего я упоминать не буду. Дальше. Так, что у тебя с частотой кадра со стримов? Алекс, все очень плохо всегда. Главное, чтобы вы меня хорошо слышали, а я хорошо вас видел, ваши сообщения. Не забываем прожать лайк, писать, на что еще сделать обзор в комментариях под роликом, подписываться на канал, потому что стримы здесь для того, чтобы я отвечал лоб в лоб на ваши вопросы, чтобы вы видели, что я на все вопросы отвечаю. И для чего еще? Для того, чтобы я рассказывал вам о каких-то своих наблюдениях жизненных. А ввиду того, что у меня жизнь была большая, опыт тоже какой-то есть. Я думаю, он вам интересен, особенно по поводу покупок. Звук лагает, очень вряд ли. Stargate, напишите, у всех звук лагает или нет.
Когда не будет такой частоты кадров малой, не знаю. У меня есть, кстати, камера для стримов и есть стационар, но что-то как-то я не заморачивался пока. Стрим это не основная моя направленность, еще раз повторяю, для меня это как глобальный чат по вечерам. Звук лагает очень плохо. Сейчас буду что-то с этим делать. Я, мне кажется, примерно понимаю, почему, но да, лагает очень плохо. Спасибо за информацию. Что с этим сделать, не знаю. Давайте попробуем вот так. Возможно, сейчас будет немного плохо с интернетом. Вот сейчас слушаем, как лагает звук или нет. Выравниваем. Выравниваем. Не сильно. Сейчас я переключусь на мобильный интернет. Возможно, от этого станет лучше, менее. Лучше стало. Лагает немного, да, норм. Сейчас перехожу на интернет Wi-Fi-овский. И пишем: Антон, еще раз привет, Егор лучше. Спасибо за ответ, это единственный нормальный и честный техноблогер, которого я знаю. Нет, я уверен, Влад, что очень много честных, просто у всех разный жизненный опыт. Сейчас лагает. Возможно ли, пишем, вот сейчас лагает или нет, потому что сейчас я уже опять на Wi-Fi. Саша, какая именно модель миксайдеров? Это E10. А еще у меня было на обзоре, по-моему, две модели, все они мне очень понравились. Ага, так лагает. Ходит. Фризит звук. Вот сейчас фриза быть не должно, сейчас я вроде бы на мобильном интернете. Пишем. Лучше, но тоже есть лог. Ну, мелочи жизни. Главное, чтобы слышно было хорошо. Все норм. Окей, значит, будем стримить так. Варвар, напиши, если что, если будет какая-то печаль, если ты не убежишь. А что за хром-коробочка на дальнем плане? О, я не знаю. Вот это Блицвульфы, Фия что-то там, по-моему, 7-е, я на них делал обзор. Это тоже не какие-то супер-мега крутые наушники, но неплохие. Вот. Кстати, что думаешь про Blitzwolf 5.1, есть ли разница от 5.0? В Blitzwolf 5.1 я думаю, что разницы понятия не имею. Друзья, пишем, какие еще у вас вопросы остались. Может быть, по теме все-таки Алиэкспресса. И не забываем прожать лайк, 200 лайков можем набрать, я думаю. Не забываем подписаться на канал и писать, что нужно купить для обзора. Потому что самое главное, что не каким образом я расскажу о товаре, а самое главное, что мне кажется, я покажу вам товар всегда во всей красе. Вы знаете, что я беру много крупных планов. Основное для меня это, конечно же, цена, внешний вид и качество. То есть, чем больше брака, тем хуже. Дальше, привет, у вас с наушниками QCY QS2 все в порядке? Нет, Stargate, я понятия не имею, что у меня с наушниками QCY Q2. По поводу надежности я могу сказать только про AirPods, либо что-то с Amazfit. Все остальное, уши я постоянно меняю. Какие уши купить до 5000 без провода? Важно качество звука. Есть Honor для бега, но там качество грустное. Качество звука тогда еще раз OnePlus Bullets 2. Что там с коронавирусом? Асиф, еще раз повторяю, что бояться покупать что-то на Алиэкспрессе вообще не стоит. То есть коронавирус, во-первых. Во-вторых, почему коронавирус вопрос? Потому что еще вся инфосфера, что у нас сейчас есть в мире, она говорит только о том, чтобы сделать вакцину от вируса. Это значит, мы провакцинируемся, через полгода им не заболеем. А то, что его лечить каким образом, пока вообще еще никто не заикался. Это очень печально. Почему это происходит, я не знаю. Это чтобы вы были тоже чуть-чуть проинформированы, потому что мы все слушаем про вакцину. Сингапурцы говорят, вакцина уже есть. Китайцы говорят через полгода, ВОЗ говорит через полгода, на BBC дяденьки седые говорят и лысые, что тоже через полгода. Что это значит? Надо полгода постараться не болеть, но не заболеть. Но я думаю, что вы не заболеете, потому что мы в основном живем далеко от Китая, и мы не едим змей и летучих мышей. Шучу, от людей к людям уже передается, все это плохо. Плохо, что до 45 лет малазиец погиб. Неизвестно, что у него со здоровьем было, но это все равно не радует, если больные люди более подвержены, менее подвержены. Во всяком случае, это очередная миссия задуматься вам и мне о том, что нужно правильно питаться, поддерживать свой иммунитет и заниматься спортом, чтобы его поддерживать. Потому что вот чего-чего, а умереть от какой-то китайской заразы вообще неохота. Высылку товаров с Алика притормозили. Это неправда, Ванька, мне послали вчера 3 товара суммарно. Hello LS10 Top я не тестировал, я не знаю, что это. Это, по-моему, часы, мне они еще не пришли. Какие лучше взять затычки для страшненького iPhone 5s с хорошим звуком? Затычки.
хорошим звуком, затычки. Топ-10 на канале смотрите. Что, по-твоему, лучше, Motorola VRBuds 400 и Mi FO5? Михаил, я бы ни то, ни другой не брал, откровенно, потому что все это за той границей адекватной стоимости, которую, я считаю, стоит платить за наушники-затычки. Твое мнение по поводу смарт-часов? Конечно, я ничего против не имею, кому нравятся данные уши. Motorola я не тестировал, Мифа норм. Напоминаю, что прошка лучше воспроизводит верхние частоты, насколько это может делать затычки. А в обычной Mi FO5 низкие частоты. Но к чему это все? К тому, что затычки это в принципе не про верхние частоты, и это не в принципе про суперзвук. Что за хомут на шею? Это Blue Dio штука. Мне люди уже писали, что кто-то этими пользуется. Скоро расскажу. Вот-вот рыхлые умрут первыми. Ну, Владимир, да, скорее всего. Но я надеюсь, что никто не умрет. Здравствуйте, хорошего стрима. Что за наушники лежат на столе? Mixsider E10, Blue Dio что-то там, Fake Galaxy Buds и одни проводные, которые, я надеюсь, все-таки я сделаю на них обзор на этой неделе. Уже очень долго планирую сделать обзор. Может, автомобильные амортизаторы Xiaomi на обзор, а то противоречивые отзывы, не смешно. Можешь посоветовать какую-нибудь беспроводную клавиатуру и мышь? Бам-барам-бам-бам. Мышку Xiaomi-шную можно, но самую дешевую за 600 рублей. Я на нее так и не сделал обзор, у меня супруга пользуется. Влад, огромное спасибо, ты мой первый донатор сегодня. Прям удивительно. Я думал, сегодня донатов не будет. 2 часа, 100 рублей. Живем. Шучу. Очень благодарен. Привет, Саша, подскажи, есть ли у тебя ноут Xiaomi 15,6 дюйма? Можно ли к нему моник через Type-C подключить? По-моему, через Type-C вообще моники не подключаются. Можете меня поправить. Хотя, может, и есть уже переходники. На 15,6 дюйма у меня нет монитора, но, по-моему, ноутбука, но, по-моему, там есть HDMI-овский выход, нет? Так что не подскажу, получается. А так, если есть там выход HDMI, конечно, все можно. Сделай, пожалуйста, обзор на Zoom 9 бара. Ага. Кого мне нужно убить, чтобы украсть столько денег, чтобы купить эти часы? Здорово, Леонид. Будет ли в планах обзоры на плееры Hi-Fi? По мысли, у меня был один. Вроде бы даже 30 тысяч человек посмотрело, и пока не понял. Здорово, Шоли, тоже заспамили вопросом с коронавирусом. Да нет, меня вообще, если честно, никто не спрашивал. Дело в том, что просто-напросто я сам заморочился с этим делом. Мне, как и тебе, приходит чертова туча посылок. И от того, что приходит очень много посылок, у меня возникает вопрос, скопычусь я от этого дела или нет. И вот сейчас очень сильно надеюсь, что люди возьмутся за голову, перестанут хоть чуть-чуть выпивать до февральской зарплаты, задумаются над иммунитетом, потому что в основном косит он нездоровых, а людей, которые уже болеют гриппом, и людей, которые, опять же, подвержены внешним привычкам. Очень надеюсь, что никто от этого дела не скопытится и займется своим здоровьем чуть-чуть, хотя бы пока эта напасть не пройдет. А так бояться ничего заказывать не стоит. Дальше. Спрашивали на прошлой или позапрошлой неделе. Ничего не понял. Дальше. Коронавирус может выжить вне человека в течение 2 часов, 2 дней. Может спокойно заказывать и не волноваться. Да, Stargate, если вы не на границе с Китаем живете, там обычно посылки идут. Вот, кстати, на территории Китая у меня 2 товарища живет. Один какой-то там суперначальник на нескольких заводах. Вот я с ним поддерживаю отношения. Сергей, сейчас отвечу и отвечу тебе. Спасибо за донат. Так вот, этот товарищ рассказывал, что у них такая система, что если ты в Китае заказываешь посылку, она приходит тебе в течение суток. Без разницы, где ты заказал, вот если до 12 часов ночи ты заказываешь в одной из провинций на их Тамоле посылку, на следующее утро у тебя уже посылка получается у двери. Я через него видеокарты во время бума на майнинг заказывал. Вот. Дальше, стоит ли переплачивать 1500 за Meizu Pop 2 или взять Xiaomi AirDots как первый ТВС уши? QCY T3 за неделю не отправили, отказался. Очень вам повезло, что вы их не купили. Мое, опять же, мнение. Думаю, за Meizu Pop переплачивать 1500 имеет смысл, только если вы их сможете где-то примерить. То есть любые затычки нужно себе запихать в ухо. Если у ваших товарищей есть любые затычки, просите их, чистите им бушюрки спиртом, вставляете себе в ушки, подключаете к своему телефону, слушаете и решаете, стоит это покупать или нет. Meizu Pop очень удобные, AirDots очень дешевые. Вот, поэтому и то, и другое неплохо, но у Meizu Pop слабый звук, громкость низкая, и у первых, и у вторых.
Саша, Mixsider HD 901 норм. Еще раз, Егор, у меня был E10 вот эти, я их не советую. Еще какие-то Mixsider, и я вот честно не помню абсолютно модель. Они мне понравились, но они стоят адекватно 2000. Эти 4,5, по моему мнению, не стоят. Что это за игрушка в руке? Это Xiaomi-шный кубик Всевластия и вот второй. Мне сказали заказать, и он мне вообще бесцветный пришел. Вот такая печаль. Дальше. Хорошее ли качество звучания для музыки в Xiaomi Gaming Headphones Headset? Да, но в них жарко. В них жарко, а в убогих пионеровских ушах, которые я не особо дико пиарил, ну потому что как бы стоят они, вот стоят, сколько они стоят и как они выглядят, это небо и земля. Они там, по-моему, 1200 стоят, а выглядят они, наверное, на рублей 900. Вот вы видите уже, как они выглядят изнутри. Был у меня на них обзор. Внешний вид ужасен, у кого-то вырывается провод. Вот в них звук просто нереально шикарный. В Xiaomi-шках не намного хуже, вот в этих, но в них потеют уши просто дико. Конкретно у меня. Какой ноутбук? Используешь какой-то ноутбук? Да, Asus ROG Strix, единственный, 702 VM, у меня был обзор на канале. Сейчас я собрал себе стационар, и по какой-то ужасной причине стационар не работает лучше, чем он. Но, пожалуйста, ответьте, будет ли обзор Мифа X8. Если вам интересно Данком, добавляйтесь, друзья, в контакт, скидывайте мне ссылку на них, иначе я забуду. Я куплю и расскажу. Дальше на руке что за часы? Stratos 3. Stratos, Amazfit Stratos, Xiaomi Amazfit Stratos. У вас в детстве четки были как игрушка, а сейчас кубик от Xiaomi? Нет, не было. У меня в детстве была Sega, Dendy, Subart, Panasonic 3DO, была Game Boy был и еще какая-то лабутень от Nintendo. Вот. И все. И потом компы. Саша, посоветуй недорогие спортивные. Я же древний, мне 36. Посоветуй недорогие спортивные накладные уши с MP3. С MP3, чтобы встроено было, Евгений, мне не приходили. Вот. То есть я такие не помню. Что за стационар? Алекс, когда-нибудь у меня дойдут руки, я сделаю обзор на него. 2070 видяха, Razer 7 у меня процессор. Думаю, что-нибудь это вам скажет. Оператива 32 гига на 3000 МГц. Да. Счастливое у вас было детство. А СИФ, ну, смотря как. Смотрите, у меня было когда-нибудь, если я выйду все-таки из тени, я расскажу. Не особо счастливое. Когда у вас 8 лет из-за всех дырок кровь течет, потому что вы живете в самом грязном городе в мире, и говорят, либо он скопытится, либо нужно переезжать, я думаю, счастье такое относительное. И там много еще всяких бонусов было. Возможно ли покупать качественные пенные амбушюры? Возможно, но я еще раз повторяю, единственные пенные амбушюры, которые подошли лично мне, пришли почему-то с наушниками RN-ками. Вот все остальное, что я не покупал, что такие затычки. Многие очень в телеге у меня, получается, в чате советуют различные амбушюры. И посмотрите, там какие-то хорошие модели, потому что из того, что они не советуют, я и покупал. И вот мне ничего не подходило. Посоветуйте, пожалуйста, вкладыши, похожие на AirPods, дешевле и с хорошим звуком и микрофоном. Магия в том, что если дешевле, то только, наверное, Huawei FreeBuds 2. Ну, посмотрите, топ-5 на канале есть по поводу вкладышей. Dendy и Sega тоже были, потом сразу комп. Ну, круть. Нет, у меня Panasonic 3DO был, когда уже 386 был, потом 486, потом что еще было? Я помню еще, когда 32 гектара оперативки стоили $1200 на Восстание в Петербурге, очень дорого. Pamu Slide Mini, как на твой вкус? Не слушал. Pamu не понравились очень сильно. Стоит ли покупать наушники с костной проводимостью? Только в случае, если вы их слушали, и только какие-нибудь нищенские из разряда там за 2000 рублей на Алиэкспрессе. Ни в коем случае там не брать какие-нибудь сразу по десятке, потому что звук крайне специфичен. Вероятность того, что он вам зайдет, ну, она есть. Вот я сам был удивлен, говорил, что на этот опыт положительные отзывы мне народ написал, что на наушники с костной проводимостью. На вкус и цвет товарищей нет, как говорится, но это не моя тема. Вот. Обзор на второй моник Xiaomi. Влад, окей.
Считай, ты меня смотивировал потратить десятку, чтобы рассказать еще об одном мониторе, который он мне не нужен. Но мне самому интересно, поэтому обязательно его куплю. А тот, который стоит тридцатку, ну, тире 40, смотря за сколько вы купите. Еще раз, я свой монитор благодаря товарищу из Китая купил за 21, но мне десятка еще вышла пересылка. Вот. И к чему это все? Ну, наверное, я бы его уже не купил. Наверное, не знаю. Потому что я на него сделал обзор, увидел, что он не особо зашел, и поэтому мне он не особо интересен. Потом во время стрима покажу. Саня, поздравь мою с днем рождения, зовут Диана. Варвар, Диана, с днем рождения, поздравляю тебя, желаю всего-всего. У тебя очень интересный мужик, очень умный, и вот. Хотя мое мнение это такое, ну, в общем, мое мнение, что тебе повезло. Сильно. Варвар, а ты хара бухать. Вставай на лыжи. Ненавижу лыжи, кстати. К чему это все? К тому, что ты можешь мне не писать там 100 рублей, а можешь просто написать, я и так передам. Кому нужно привет. Нас не так много, и я думаю, что тусовка довольно дружная, чтобы выслушать приветы. Не забываем прожать лайк и что еще? И подписаться на канал. А у кого есть колокольчик, перепрожать по колокольчик. Вы заметили, что обзоры я делаю почти каждый день, и вам не приходят оповещения, потому что Tube это нереально глючная штуковина. С костниками нужно привыкать. Иван, а может быть и не стоит привыкать к костникам? Вот это вся магия. Сам ношу костники сутками. Ага. Мне нужны наушники с костной проводимостью, так как обычные наушники не подходят. Ибрахим, ну, возможно, вам накладные подойдут, а не с костные. Подумайте об этом. Попробуйте спортивные наушники от OnePlus. Они просто топ. У меня OnePlus Bullets 2, или вы имеете в виду какие-то другие уши. И был на них обзор, я очень всем их советую, потому что я их покупал почти за 7 тысяч, сейчас их реально за 30-ку. Саня, я не бухаю, как ты, только чуть-чуть меньше. Ты крут. Брут, ты крут. А что за полноразмерные уши? Mixsider E10 будет обязательный обзор, уже не выдержал, выложил их на стриме, чтобы сказать, не берите. Ну, если мне доверяете, не берите. А так берите и потом доверяйте мне, потому что они вам не понравятся. Baseus W04 можно брать? Baseus делает OEM-овские ушки, я бы не стал. Вот. Привет, передай привет Шабанов с Минска. Шабанов с Минска, привет, это от Андрея. Подскажите часы с поддержкой тренировки на эллипсоидном тренажере. Там, по-моему, вообще во всех MSFit'ах есть эта штуковина. Я сейчас даже в Стратосах посмотрю специально для вас. Так, они, по-моему, у меня вообще от всего отключены. Не отключены, смотрите-ка. Тихо. Эллипсоид. Есть. Есть даже гребля. Stratos 3, значит Stratos 2 тоже есть. Stratos 2 дешевле. В Stratos 3 есть гребля и есть эллипсоид. Вот. Видите, как быстро на вопрос ответили? Но опять же, если вы сейчас не дождетесь ответа на вопрос, или вам лень ждать, а я по-любому всем отвечу, так как людей 180, обычно мы заканчиваем стрим, когда их становится меньше 150, значит вопросы отпали. Приходите в телегу, там парни с мозгом значительно большим, чем у меня, вам все посоветуют, притом заряженные, у них товаров не меньше, чем у меня, и не знаю, зачем они их покупают, но, наверное, такие же фанаты, как и я, всякой штуковины, потому что кто-то покупает машины, кто-то покупает квартиры, а кто-то покупает коврики за 1500 рублей деревянные. Каждый стрим Xiaomi, топ. Мой любимый коврик, 2,5 года. 2,5 года на канале. Все, с чего все началось. Да, на MSFit BIP нет у меня, окей. i9s TVS стоит брать, i9 TVS точно, вообще вот эти все фейки не стоит брать. Но опять же, чтобы вы понимали, почему мы делаем на подделке, блогеры делают на подделке ролики. Это даже дело не в доходе еще какой-то лабутения. А дело в том, что их смотрят. То есть приходит очень много людей, кто-то у тебя остается в подписках. И по большому счету все равно об этом же кто-то расскажет, правильно? Вы знаете, что есть подделки, я знаю, что есть подделки. Ну и значит, вот, смотрите, подделки Air, вторые там, бла-бла-бла. У меня жили неделю. Что с ними будет через полгода? Сдохнут они, как большинство. Наушников подыхает, посмотрите комментарии к чему угодно. Вот, особенно если ролик где-то выкинули, через полгода смотришь комменты, видишь, что у всех они помирают. А дальше в каких ТВС наушниках лучший микрофон. Есть топ-5 на канале наушников с лучшими микрофонами. Посмотрите. Стоит ли ждать обзор на Xiaomi Gaming Laptop? Нет. Alanta, мое мнение, что это красивый ноутбук, но абсолютно не стоящих своих денег, сделан бездарно. А так как я не хочу тратить 70 тысяч для того, чтобы оказаться для всех плохим человеком, пока рано, не буду я покупать его. На Mi Watch есть тренировка на эллипсоиде? Я их сейчас не заряжу. Они у меня есть, но напишите еще раз. Mi Watch может, кстати, заряжена. Но мне кажется, нет.
Нет, там вообще из 14 тренировок сейчас, по-моему, только 9 из 14 обещанных. И если она есть в рекламе, значит она появится. Я не обращал внимания, если честно. Зачем вам вообще тренировка на эллипсоиде на часах? Эллипсоид это такая тема, на которую ты встал, час отработал, похудел и все в огне. Все. Единственное, что тебе нужно, это нагрудник, чтобы пульс знать. Вот. Стоит брать QCY L2 или лучше уже OnePlus Bullets? Талги OnePlus Bullets 2 это короли проводных ушей. Ну, беспроводных, но с проводом. Не True Wireless TVS, а просто беспроводных. Мое мнение, и оно, наверное, солидарно со всеми, кто их тестировал. Но, опять же, в первую очередь для спорта. У них топовый микрофон, у них топовое мультиподключение, прям, я не знаю. Я делал на них ролик, я думал, его там посмотрят несколько десятков тысяч, посмотрело 10 тысяч человек. Но все, кто потом покупали по 3500, умудряясь их зацепить на 11 ноября, рады, ну, до поросячьего визга. Можете посмотреть комментарии. Как тебе реплика ножа Шарогу? Не-не-не, Александр, меня за это забанить могут. Никакой реплики, это все оригинал. Все оригиналы, только оригинал. Вот за это, кстати, на Тьюбе банят. За неоригиналы. Хорошо, что это оригинал. Паспорт покажу потом. Я поэтому не знаю, как сделать счастливый обзор на ножи, которые являются абсолютно такими. Ну, вы поняли. За что совет? Да все норм, Александр. Я сам не знал. Я вот начал пилить обзор, потом начал читать про это дело и решил, что страйк мне не нужен. Пока не решил, как я сделаю. Может, заклею все это дело, и, ну, как бы сам лейбл. Что посоветуешь вместо E10? Виктор, на канале есть миксайдеры дешевые. Вообще у накладных наушников очень много хороших обзорщиков. Но накладные уши это единственные уши, которые я вообще не советую смотреть обзоры, а нужно идти и по своей голове их мерить. Почему? Потому что форма головы, черт с ним, что форма ушей у нас разная, там затычки запихал ты, поставил необходимые амбушюры и бегаешь, хлопаешь в ладоши со счастливой улыбкой. А с накладными так не подходит, не пройдет, если вы не подпилите себе голову. Как бы так. Что посоветуешь? Фрешер, ну не смешно. Здесь нет хамства, мата и таких тупых шуток. Переборчик. Спасибо большое. Пожалуйста, Максим. Дальше. Сними на него разоблачение. На кого? Ружачек. Вечер добрый. Что взять на замену Redmi AirDots? Примерно вдвое дороже, слушается в основном рок и все, что гораздо тяжелее. Константин, если вам нужны перекрученные басы, Syllable S101 и у вас мозг вытечет через... Если в одно ухо будете слушать, то из другого. Если с двух ушей, не знаю, откуда-то вытечет. Очень жесткая штука. Максим, сними на него разоблачение. Ружачек, пишите конкретно, вы про что пишете? Можно пару слов о мультитуле. Красивый маленький, если пару слов. А так это один из, получается, третий мой мультитул. Второй не особо был интересен, этот Масюсь такой. Прям Масюсь, завтра у меня будет возможность им поработать, и я вам расскажу про это дело. Спасибо за что ты делаешь, ты крут. Спасибо, Виктор, что смотрите. Не забываем прожать лайк за труды, писать в комментах, что еще купить, и подписываться на канал с колокольчиком. Не думаешь купить и сделать обзор на Redmi Book 13,13 дюйма? Да, думаю. Скорее всего, куплю в феврале с зарплаты. Чувствуете, жду зарплату, чтобы купить всякую лабутень. Вечер добрый, вечер. Привет, посоветуй, пожалуйста, Bluetooth наушники для бега. Бюджет. Если бюджет маленький, то там до 1000 рублей в топ-10 последним немерено наушников. Hello GT2, Redmi AirDots и т.д. и т.п. Вот. Тем более во время бега вам не особо важно высокий, мне кажется, вам долбить надо, чтобы под пульс. Хотя, опять же, в наушниках я бегать не советую. Идеальный вариант OnePlus Bullets 2. Что посоветуешь, какие смарт-часы до 10 тысяч рублей? Данком, я советую не покупать смарт-часы, пока у вас не было, если у вас не было браслета. Mi Band 4 или Honor Band 5 купите, а потом уже тестите. Колокольчик не работает почему-то, не приходит оповещение с вашего канала. Вероника, я думаю, что это направленная акция с YouTube против меня. Я замечал уже, мне очень много людей писало, что не приходит никому оповещение. Нажмите на колокольчик и снова отожмите и нажмите. Вот. И все будет в огне. Потом будут приходить. У них глюки постоянные. Приятно вас видеть на канале. Кстати, второй стрим подряд, по-моему. Dan MS Fit. Дальше. Какими наушниками пользуешься и почему? Я пользуюсь теми, что тестирую, а так в фаворе, конечно же, это AirPods. И что-нибудь из накладного я уже показывал. В этих жарко, в этих
Пионерках в районе 2000 рублей я монтирую, но они внешне крайне убогие. Та-да. Удачного стрима. Голоден. Нерсес, приятного аппетита. О, год. У тебя очень крутой, получается, крутая ава. Вообще крутая. Ля, пацаны, поздно залетел. Что там по ТВСкам взять без каких заушин и так далее. С шикарным звуком. С ТВСком. Шикарные звуки в ТВСках. Накладные тогда. Дальше, неплохим микро, вообще полный фарш, гуд. Гуд, смотри топ-10 на канале, все, что ты перечисляешь, в одном быть не может. Та-да. Здорово, Игорь. Стоит ли брать Mi Band 4? Да. Если у тебя не было браслетов. Думаешь обзор на мыши от Xiaomi? У меня есть она, я не могу. У меня есть два обзора на мышки Xiaomi, есть третья мышка, но я пока на нее, по-моему, еще даже две мышки. Ну, две мышки у меня еще есть. Одна проводная игровая, одна беспроводная, в перспективе сделаю. Если вдруг Али перестанет мне посылать все. Какая зимняя обувь лучше всего подойдет для городских прогулок? Сергей, со слезами на глазах скажу эко. Эко. Любая обувь эко, если вы наскребете. Если не наскребете, советую наскребсти. Почему? Потому что в них можно ходить, ну, если вы мужчина, ходить годами. В прямом смысле. Я одни ботинки относил 7 лет и спалил их на батарее на работе. Вот. И сейчас, во-вторых, безумно рад им. Наскреб к 36 еще на дни. Пришли снега, доставку оплатим, либо весна за окном. Сантьяго проще купить холодильник и оттуда выскребать. Дальше Сайлот Дэн, привет, очень прыгает свет, когда двигаешь руками в кадре. Мы не будем двигать руками тогда. Я забыл, какой я фон положил, извините. Это не фон под стримы. Ну, как-то, я говорю, я был на работе почти 2 суток. Притом у нас было минус 36, и сказать, что я отморозил голову, ничего не сказать. Я пришел, упал сегодня ближе к 12 домой, и через 2 часа после того, как я проснулся, я спал на работе, наверное, часа 3 суммарно. Я даже говорить нормально не мог. Реально, я так висел часа 2. Я думал, я стрим проводить не буду. Но, видите, раскидался, поэтому снег это хорошо, когда он падает, тогда нет минус 30 градусов. А к чему это все? К тому, что мозг не работает, поэтому фон положил странный. Молодец, подписываюсь на тебя, отличные обзоры, надоели. Брам-бам-бам, сплошной пафос. Ну, Андрей, либо вы торгуете лицом, либо пытаетесь торговать интеллектом. Ну, хотя я не претендую. Я говорю, у меня в основном это опыт. Опытом его опытом. Плюс я шопоголик. Я честно признаю, что я инженер, плюс шопоголик. И, возможно, каких-то качеств у меня... Идеальных вообще вещей не бывает. И поэтому каких-то качеств у меня, возможно, не хватает. Но, может, это и хорошо. Иначе бы я вообще все хейтил. Если бы слишком много мозгов было. Кем ты работаешь? Инженером на протяжении уже, кстати, недавно считал 19 лет. 19 лет я не меняю работу. Привет, посоветуй что-нибудь на ужин. Шаверму какую-нибудь зеленую, которую я ел, кстати, недавно. Я сегодня i9000 9000 Pro заказал. Написали недавно, что из-за коронавируса задержится доставка. Роман, мне сегодня 2 посылки отменили доставки и вчера послали 3 посылки. Silent, держись, спасибо за контент. Silent, я считаю, что мужик должен работать в состоянии потери пульса. Не должен, не должен. Есть разные профессии, есть творческие профессии. Если вы можете что-то создавать и двигать науку, творчество, без разницы что, вы очень крутой. Вот. Если вы не можете, то вот, пожалуйста, голова ручки, арбайтен, как и я. Вот. Главное работать, без разницы как. Тамбов приветствует, Поздняков и вас тоже. Сделай обзор на MPO H21. Тимур, магия в том, что MPO мне не нравится. Вот что я их и не слушал, и не трогал. То есть это одна из тех, это как анкеры. Я, по-моему, о анкерах что-то рассказывал, но у меня реально было 4 пары анкеров, и я рассказывал только о одних, потому что остальные были днищем. Я также не могу рассказывать об этих фейках. Почему? Потому что перечитался америкосовских сайтов, и тестировал вот эти штуки, но я пока не видел нормальных. У меня 3 пары такие разные AirPods Pro. Почему? Может быть, кому-то они пришли топовые. Я пока не встречал в английской блогосфере отзывов, что у кого-то пришли адекватные прошки. Вот. Работа не должна мешать жизни. Ибрахим, работу нужно любить. Я люблю свою работу. И с сарказмом, и без, я не знаю почему. То есть мне в этом смысле в жизни повезло. Хотя я с ней уже готов на распрощаться, потому что нужно все равно что-то менять. Но на данном этапе мне нравится. Это такая особая форма мазохизма, знаете. Ну не каждый чувак встанет в 6 утра в субботу, уйдет на работу до 12 часов дня,
выдержит, вывезет, в это время что-то там еще обмозгует и в итоге выйдет на стрим. Но у меня и правда много разных мыслей хороших. Заболеть коронавирусом. Артем, я не боюсь заболеть коронавирусом. Я жил в Мончегорске, Мурманской области. Посмотрите, что про него пишут. Я вообще ничего не боюсь из разряда вот таких гадостей. Хуже Норильска и Мончегорска с никелем, откуда у меня родители, мне кажется, ничего быть не может. Но только китайские раковые города. А все эти болячки, 3 пневмонии у меня было. Будет 4-я, значит. Да, надеюсь, что нет. Саша, брату нужны наушники до 25 баксов. Любит вкладыши. Только Tisa AX, у вас особо выбора нет. Ну, можете рискнуть с репликой AirPods, но я бы не советовал. Не стоишь так. Дальше DimGo советую покупать. Всем пока, пора спать, прожал, пошел. Асиф, огромное спасибо, что зашли. Приятно было с вами пообщаться. Подписался, передай привет, пожалуйста, Евгению Иокубовскас с Минска. Классная фамилия. Передаю. Рожденный в СССР, всем ку, заказал манометр для авто с Али, пришел, но показывает неправильно. Думал возбуждать спор и плюнуть на китайца. Возбуждайте, возбуждайте, без сарказма, потому что если что-то не устраивает, всегда надо спор открывать. Можно возбуждать, но лучше открывать, кстати. Я в 4 утра на работу хожу. Ибрахим, я жил в городе Петербурге, и я прекрасно понимаю, что такое, когда ты приходишь к 12 с погрузки вагонов, и в 4:30 тебя уже забирают на них. И так вот просто 2 года обезьянка. А потом спрашивают, ты занимался спортом? Нет, я не занимался спортом. Я грузил в обгоны за 18 рублей тонна. Метро Ломоносовская, город Санкт-Петербург. Километр 700 на северо-восток. Придете на красный треугольник, расскажете, как вам было. Зато в тот же вечер унесете оттуда денежку. Ладно, можно паспорт с собой не носить. Все, ничего не поменялось в этом году было. Особая форма мазохизма. Я инженер, работаю месяц-два и неделю отдыха в году. Дома бываю 1-2 месяца. А так всю Россию посетил. Иван, ну, нет, у меня не так много командировок. Меня в этом смысле, мне в этом смысле хорошо. За полярным кругом последние суммарно я прожил 21 год, до этого непрерывно прожил, вот недавно, 2 года назад переехал, 12 лет. Меня эти северные сияния не особо интересуют, Вячеслав, но они часто бывают. Меня и гной. Какие бюджетные беспроводные наушники без задержки звука в играх на компе? Все зависит от вашего Bluetooth на компе, если у вас не ноутбук. А так, Александр, их довольно много. Посмотрите топ-10 на канале, и там отдельно указано, смотря какой у вас бюджет. Даже на AirDots. Но опять же, в PUBG она будет, эта задержка, в других играх может не быть. Посмотрите, вам нужно очень много чего перелопатить, потому что задержка в играх есть практически у всего. Это из-за оптимизации игр еще, и даже не из-за Bluetooth модуля. Что за пародия на JBL лежит на столе? Похожая на колонку. Здесь нет колонок. Вы уж скузи. Вы имеете в виду обод Blue Audio. Какие наушники лучше взять? Meizu Pop 2 или Mi Air 2? Meizu Pop 2 тихие, Mi Air 2 большие. Выбирайте сами. Будет ли новый топ ТВС наушников? Так месяц прошел, куда еще новее? Жизнь у вас была, конечно, насыщенная. Ибрахим, я не планирую пока умирать, поэтому я надеюсь, она еще будет насыщенная. У меня одногруппница с мужем уехала куда-то как-то в Норильск. На следующей сессии она уже вернулась обратно. Его с собой прихватив. Да, это, ну, как бы я не скажу, что люди, которые там живут, они обладают фееричным здоровьем, фантастическим. И они молодцы. Сергей Ф., наконец-то ты дошел до стрима. Очень приятно тебя увидеть. Без шуток. Это вот старый древний подписчик, которому я безумно рад. Добрый вечер. Посмотрел видос QC White 5, купил, не пожалел. Уже пару наушников купил с ваших видосов, пару недель слушаю, и товары у меня покупают. Тендер-эндерен, вы прям перепродающие? Ладно. Работа касается военной спецификации. Неа. Что за наушники накладные справа? Разных спецификаций. Справа накладные E10 не советую покупать. Спрошу, какой тут Bluetooth 5 передатчик взять с компа на уши звук слушать. Понятия не имею, у меня нет Bluetooth на компе. У меня на ноутбуке только. Не думаешь взять Анкера Liberty Air 2? Илья Иванов. Думаю, но меня жаба душит 9000. Я пытаюсь выбить скидки у Анкеров, но они посмотрели мой канал, и, в общем, они теперь со мной вообще не переписываются. Короче, мне придется, мне кажется, потратить все-таки эти 9000 рублей, чтобы рассказать вам об этих ушах. Вообще мне никто скидки не... Почему мне никто скидки не делает? Давайте представители, которые смотрят, я делаю обзоры бесплатно. Бесплатно. Дайте мне что-нибудь на обзоры нормальное. Вот. Что я смогу расхвалить.
Чувствуете, до какой степени я уже дошел до ручки? Ладно, но по поводу анкеров. Не такая блатная фирма, чтобы я тратил на нее девятку. Я лучше 14 тысяч тогда потрачу на как их, Синхайзера. Уж согласитесь, лучше, чем какие-то 9 рубасов на... Я уже купил Паму слайд за 7, спасибо. Я вас тихо ненавижу, кто мне советовал. Но вот серьезно, я их не продать теперь не смогу, потому что они днище, мне совесть не позволит. И делать я с ними тоже ничего не знаю. Их и в топ ни туда, никуда вообще не запихать. Ладно. Почему не советуешь брать Е10? Просто 100 так узнаете во время обзора. Ну, это мое мнение. Они не стоят своих денег, вот кратко так. Какие накладные наушники взять за 100-150 баксов? Боди, если у вас есть 6-7-9 тысяч рублей, вы можете пойти в магаз и послушать все, что вам нравится, и купить без проблем. То есть здесь не обязательно... Говорю, накладные уши надо вот 100% слушать. Иванов, Liberty R2. Да я услышал. Подари начальству. Мора, нет, нет, нет. Фигу им. Фигу с маслом. Был в селе в Казахстане. Они дома из руды, в которой содержится уран и прочие опасные вещества. Обычный человек там и года не протянет, уедет как-то по здоровью, бьет не по-детски. Да. Неужели тебе не присылали товары на обзор? Алексей, мне присылали много чего. Просто я говорю, вот, допустим, из этого всего мне ничего не присылали. Мне присылают какое-то мрачное днище. Во, мне вот эти присылали штуки. Вот эти присылали. Вот эти я покупал 3,5. Вот это я все покупал. То есть это подделки Galaxy Buds, чего-то. У меня недостаточно позитивные или нейтральные отзывы. Видите, у меня слишком много яда. То есть я реально понимаю этих продаванов. Вероятность того, что будет все хорошо после того, как товар попадет ко мне, она такая сомнительная. Вполне возможно упадут продажи. Нафига им давать мне товар, правильно? И это не геройство, я когда-нибудь постараюсь вывести канал на то, чтобы вот меньше, еще меньше негатива. Хотя мне очень часто пишут, где негатив. Пусть другие мучаются, да. Попробуй последний раз, иначе придется идти вечером отдыхать с черной красоткой. ТВСные ТВСские девушки за минимальную цену, но с шикарным внешним видом, с учетом, что от этого зависит ночное продолжение. Тогда Meizu Pop. Все девушки, которые видели Meizu Pop, покупали их и носили их. Они вам понравятся. Не пробовал компьютерную периферию ГАПУ Калька с Logitech? Нет. Привет, подскажи, хороший Bluetooth переемник-передатчик. Брум-бум-бум-бум-бум. Мейзовские, мне вообще никакие не понравились из тех, что у меня были, поэтому я не смогу. Так если уши, дно, глядишь, в плюс тебе выйдет. За 9000 Мора, серьезно, я уже говорю, у меня статистика вся открытая, вы можете посмотреть. Там этот топ-10 наушников, которые я не советую, по-моему, человек 40 от меня отписалось. То есть любой мой хейт, это потом минус подписота. То есть ты можешь облизывать какой-то шлак, и народ на тебя подпишется. Начнешь рассказывать о каком-то шлаке гадости, и народ от тебя сбежит. Но как бы так. Вот. Но 9000 на это тратить я не готов. Ну, наверное, куплю, потому что чего-то как-то много людей спрашивают. Саня, Blue ID, разве тебе не присылали сами Blue ID? Нет, эти уши, вот эту хрень я купил. Мне Blue ID вообще ничего не присылала. Мне присылала какую-то хрень Базеус. Вот. Это из разряда мне Лемфа. Я, помните, рассказывал, Лемфа посылала 2 раза часы. Ни один раз не дошли. Вот я делал обзор на Лемфа, часики. Оба раза они мне писали, мы тебе вышлем. То ли у меня почта заговоренная, то ли эти гондольеры мне реально нифига не присылают. Вот. Как бы так. Миксайдеры. Мне миксайдеры прислали, мужики. Во, видите, как я вру. Миксайдер E10, по-моему, мне прислали вот эти уши. Вот эти уши прислали, эти я купил. Упаковка. Что еще можешь рассказать? Это как с MSFIT-ами. Мне MSFIT, русское представительство, связалось, наверное, год назад и предлагало обозревать часы MSFIT, и они готовы были их просто давать. Я так с ними толком и не дорасписал этот момент. Почему? Потому что они готовы их давать только после того, как появится глобальная версия. Кстати, кто вот занимается блогингом, кому интересно, как это делается, можете связаться с MSFIT-ами. Они после того, как выгружают глобальную версию, они, в принципе, дают их обзорщикам, как я понял. Но ввиду того, что меня это дело... Просто я думал, ты согласился, когда они тебе предложили эту фигню для видео. Не-не-не, я купил эту, потому что мне, по-моему, человека 4 написало, чтобы ее купить.
Но она ложовая. Какая разница? По большому счету, даже если пришлют, ну, допустим, миксайдеры прислали, но они хлам. Я их не советую. Вот. Купил сам фейки Galaxy Buds. Будет обзор. С вас лайк по-любому и просмотр. Подделки еще хуже, чем оригиналы. То есть их я тоже не советую. Видите, в чем магия? У нас в городе уже 3 Xiaomi магазина открыли. Так я вам захожу и по вашим видео товар узнаю. Сергей, так это отлично. Потому что ролики-то маленькие. 5 минут без соплей, слюней и щек. Посмотрел, забыл в крупном. Рассмотрел все эти шестереночки. Послушал этого дядю старого и все. Можно заказывать с Алиэкспресс? Да. За фейки отдельно лайк. Лайком, ну я не знаю за что лайк, потому что вот этот фейк за 3000 рублей, этот фейк за 1200. На этот пытался скидку выбить, меня продавец тоже послал. Я говорю, какая-то печаль. Мне, наверное, надо сделать позитивный канал какой-нибудь, на котором хвалить все, и тогда мне будут все посылать. Влад, спасибо. Еще мне писали эти, помните, не C2, а Xiaomi-шные думали часы, не Mavavi, а Masavi, что-то там. Короче, они деньги предлагали, чтобы я удалил ролик про часы, про их. Я думал, часы предложат. Ладно, это все печаль. Я помню, они писали блогерам в конце ноября, чтобы присылать, а у меня уже как 4 месяца валяется подобное Г. Не, у меня они есть в валишке в продаже. Они вообще копейки стоили. Я уже не помню, там дешевле, чем 20 баксов душман этот. У меня дофига душмана. Я даже лемфы вот эти покупал, помнишь? Я уверен, что их всем посылали. Я притом писал несколько раз, потому что они стоили 45 баксов. А на тот момент мне вообще было жалко денег. Вот эти вот лемфовские. Даже их мне пришлось покупать. Вообще какое-то днище. У меня жизнь Г. Паковка. Поделись своим харизмой, чтобы мне посылали больше всякой лабутения. Я знаю, чем поделитесь. Скажете вырасти в 5 раз, а тогда тебе будут все присылать. Вот в этом видео прикол. Спасибо за такое видео. Так, привет, сделай обзор на уши Q8L. Понятия не имею, что это такое. Скинь мне ВКонтакте, посмотрю. Привет всем, много чего пропустил. Нет, Андрей, мы сегодня обсуждаем, что нечего бояться покупать в Китае посылку. Единственное, вероятно, того, что, возможно, у тебя вирус дойдет до этой посылки, а с посылки вирус тебе не придет. Дальше, OnePlus Buds 2 или Honor FreeBuds Lite. Какие лучше брать-то? OnePlus Buds 2 однозначно, если ты терпишь шнурок. Держу пари, что сотни человек сидит только за тем, чтобы услышать про покупки Салика во время всей этой шумихи. Ну, Иван, нет, обычно 100 человек и так сидит, у нас тут тусовка такая, собирающаяся обычно. Вот человек 30 может быть. Можно не бояться, можете заказывать, можете покупать. Не забывайте прожать лайк. Все, видите, все узнали и убежали. Не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик и писать, что еще. Лемфа М1 я брал сам, да, печаль. Мне лемфа высылали крайний раз огромные часы, как смартфон, такое себе. Паковка, так я говорю, я лемфа раз 10 сам писал, потом забил, потом купил их часы, а потом решил, что они мне нафиг не нужны. Они мне 2 раза типа посылали, даже трек давали, но в итоге ничего не пришло. Если в данный момент заказать товар на Алиэкспрессе, он доходит или нет? Доходит, Владимир. Просто, вот говорю, мне одну посылку только, или 2. Или одну, или 2 посылку сегодня отменили. Не отменили, а написали, что проблема. А вчера послали 3. Дальше, да, вирус не проживет в воздухе больше 5. Иван, кто-то пишет, что не больше суток. То есть на BBC я смотрел, что сутки, мужик сказал. Получается, Комаровский тоже говорит, что сутки. Хотя он, понятно, не относится к вирусам никак. У лемфа ушей вообще нет нормальных. Есть пару смарт-часов более-менее. Kick S лучше покупать Mi Band 4, чем такие часы. Хоть ты не любишь уши Meizu, но я все равно с тобой. Хоть мнение мое другое. Подожди, Александр, вот мейзовские уши на шнурке, я уверен, что хорошие. Но я их дал себе слово, что я их покупать не буду по полной цене. Я выбивал себе скидки черт знает сколько. Вот, я попытался выбить скидки на накладные наушники, мне фигу дали в итоге. Я не знаю почему, я не знаю, как выбивать скидки, в общем, наверное, надо чувака какого-нибудь попросить, чтобы он мне написал письмо. Потому что от меня, наверное, переписка выглядит так. Привет, я обзорщик, дай мне скидку. Вот. Ввиду того, что я каждый день пилю обзоры, у меня особого времени, чтобы им что-то там расписывать, что будет все хорошо, нету.
И плюс я не такой большой, чтобы они мне чего-то там написывали. Мне понравилось, что мне Альфа-банк написал письмо и предложил их карточки рекламировать. Вот это круть. Каждый буду теперь стрим хвалиться. Ну, я, конечно, отказался, потому что я не вывезу эти темы. Я не знаю, как это делать. Посоветуйте, пожалуйста, ноутбук с адекватным соотношением цены и качества. Кстати, кто занимается тьюбом, вот, пожалуйста. Я уверен, что Альфа-банк норм дает. Кэшбэк там со всяких штук. То есть, если у тебя большое покрытие, можно вообще нормально денег заработать, учитывая, что это не самый плохой банк. Получается, как... Я им вообще не пользуюсь, кстати. Зарплату я получаю в том же банке, что и вы. Я думаю, вы знаете, о каком я банке. Вот. Дальше не буду ничего называть. Расскажи, что на столе. 2 Xiaomi-шных кубика. Потом Nextool-овский мультитул, довольно жиденький. Чего хвалиться? Альфа-банк, Тинькофф, ну, распаковка. Тебе, может, и нечего. Почему? Альфа вообще норм-банк. Тинькофф это не банк, это интернет, как бы, ну, я не знаю, я недалек от финансов, я скорее к финансам близок. И нормальный банк. Что ВТБ-24, что Альфа. Уж получше Сбера. А Тинькофф это не банк. Это вообще Филькина контора. Но опять же, это мое субъективное мнение, а ты смотри как хочешь. Вы музыкант, а то похожий голос слышал на радио Рекордс. Александр, я инженер. Расскажи, что за товары на столе. Еще раз. Это MSFit T-Rex. Это Xiaomi Mikala, вот это Xiaomi Mikala Watch. Тут еще много, кстати, чего валяется, но я буду пока... Mixader E10, двое подделок Galaxy Buds, грузики раньше были в часах от, получается, ой, не в часах, а в мышке грузики, коробочка из-под грузиков. И подделка ножа, Blitzwolf FIA 7 недавно был обзор. И вот такие вот проводные. Мне они понравились, месяца 3 их тестирую. Скоро расскажу. Серчип, ну, как бы, наверное. Долго думаю, какие часы купил решить. Samsung Galaxy Watch 42 миллиметра. Samsung Norm. Хотя я Samsung не люблю. Видите? Samsung Norm, Samsung не люблю. Покупайте iPhone и Apple Watch. Я просто сижу, жду очередь. А тут стрим, зашел время провести тут. В воскресенье очередь. Подлецы, скажи, что ты сделай себе этот, как его, бейджик, распаковка, 2 упаковка, тебя будут без очереди пускать. Альфа пытался Урал-вагон-завод обанкротить. Танки, ну море, я же не говорю по поводу, все пытаются заработать, я говорю по поводу того, что это довольно такая крепкая структура. Я опять же не советую ничем пользоваться. У меня есть карты с кэшбэком, потому что мне нужен кэшбэк, потому что я много чего покупаю. Я их называть не буду, это днищенские банки, но кэшбэк хороший. Да-да, ну, соответственно, это кредитки. И к чему это все? К тому, что единственное, почему я вот этого банка не завел кредитку, у меня здесь нет отделения. Вот и все. А так, мне кажется, это круто. Не знаю, упаковки привычно, но мне вот у меня 126 тысяч подписчиков, и как-то никто не предлагал рекламу из таких крупничков. Это первое. И мне круто. Не знаю, мне приятно. Дальше. А этот мне не писал, кстати. Дальше всякие подлые сервисы, как и всем пишут, которые развод на деньги, но это все лабутень. А вот банк такой один писал. Когда будут обзоры на BIP S? Когда они выйдут, Виктор? Они в феврале только начнут продаваться, они еще не продаются. Дальше. QC White 5 автоматически выкл, весь стрим пишу, польза. Конечно, да. Почему нет? Посмотри обзор. Вот вместо того, чтобы писать постоянно в стриме какие-то одинаковые сообщения, на все, что вы спрашиваете, есть обзоры. А если там даже вдруг нет информации, ну вот как бы пропустил я этот момент, вы посмотрите комментарии, особенно хейтеров, они там расписывают все по 3 листа. Там вообще все подробно. А если уж совсем все печально, то приходите в телегу. В телеге ответят на вопросы люди с мозгами. Жди тебя. Не, викинги писали. Это дело, что ты назвал, писали, а последние нет. Не, ну это как-то, я вообще не понимаю, как, не тот формат у меня. У меня слишком маленькие ролики для всего этого. На Mixader есть обзор не на E10, на Mixader есть обзор, на который мне понравилось. Которые понравились уши. Не забываем прожать лайк, 270 лайков, друзья. Ну как-то я сегодня, по сути, ужасен на стриме. 4 сотни-то мы должны набрать, хоть как.
Ольза, привет, лайк прожал, что слышал про Poco 2? Слышал, что будет, потом слышал, что не будет, потом слышал опять, что будет, так что буду ждать с вами, и черт с ним, я куплю этот телефон, потому что я очень давно чего-то телефона не покупал, месяц, наверное. Вот, я не думаю, что он дороже 40 будет стоить, во всяком случае не дороже, чем OnePlus 7T Pro. Дальше, MSFIT Pace еще актуальны, если вам нужен нагрудный датчик, чтобы отслеживать свое состояние во время бега, да, и вы не плаваете, они боятся воды. Стоит ли брать AirPods 2? Да. Смотрел, не досмотрел дня посылки, ничего не успел. Польза, что скажешь про торговую площадку JD? Хочу там купить FlyPods, но никогда не заказывал с этой площадки. Я заказывал дикий ежик с площадки FlyPods JD, очень много интересных штуковин. Это FlyPods вторые, кстати, Huawei FreeBuds 2. Потом я заказывал у них Amazfit Nexa, который Verge 2, только у них они были. Притом я их купил за 11 тысяч, а стоили они везде 14. Я не знаю, где они их украли, но в общем они мне пришли. И вот такие всякие специфичные вещи иногда у них заказывал. Последние, наверное, месяца 3 ничего не заказывал. Думаю, все придет. Расскажу про шейную колонку в следующем обзоре, наверное, на следующей неделе. Наверное. Она, видите, на стриме как возбуждает вопросы. Наверное, человек 20 уже спрашивала. Дальше. Так, белый фон рекомендуют Halo GT2. Да, потому что это то же самое, что Redmi AirDots. Фактически, они даже на одном заводе делают их. Мне 36, Денис. Я древний мамонт, инженер, спортсмен, бывший типа. Ладно, стоит ли брать подделку Galaxy? Нет, однозначно. JD нормальная площадка, но нужно выжидать скидки. Соньки за 21 тысячу взял, когда они в RF 30 стоили. Я говорю, нормальная площадка. Ну, как бы, я говорю, если специфичная мне вещь нужна, я покупаю там. Что за кубики Xiaomi? Это антистресс. Вообще их не так собирают, как мне все пишут. Но я собираю так. Есть чего таскать в ручках. Какие Bluetooth уши посоветуешь? Брум-бум-бум-бум-бум. Есть топ-10 на канале. Halo GT2, Redmi AirDots, если до 1000. А дорогие, много чего можно советовать. Посмотрите, там в топе норм все. FreeBuds 3 стоит своих денег. My Channel, проблема, вот я сейчас на пальцах объясню. AirPods 5 часов. FlyPods, они сейчас у супруги в другой комнате, 4 часа. Все, как бы диалог закончен, цена одинаковая. Для меня автономность решает. Звучание, но это вкладыша. Верхние частоты есть, нижних нет. Можете посмотреть обзоры. Если вам FreeBuds 3 зашли внешне, то берите их. Вот, если не зашли, то лучше, наверное, яблочные взять. Как думаешь, стоит ли покупать AirDots? Redmi AirDots. Ну, можно рискнуть. Кстати, вот на такую штуку подсел. Кто знает, тот поймет. Сначала мне, я на Тьюбе американском подписан. Получается, мне, в общем, в рекомендациях американские блогеры попадаются. Стараюсь смотреть их, слушать их, у них достаточно все интересно. Интересные комментарии, они не чистят ничего вообще. И говорят абсолютно не по делу. То есть даже те, кто у нас для веселухи что-то делает, они рассказывают больше, чем америкосы. И вот у них видел обзор на Кока-Колу. По-моему, многие видели. Вообще тема. То есть, если вам попадется подобная кола, понятно, там есть 0,3, еще что-нибудь, советую тоже. Коронавируса в ней нет. Как думаешь, стоит ли... Автономность важна, согласен. Автономность рулит, My Channel. Прикинь, вот эти вот покемоны дикие 3 года назад замутили уши с автономностью вкладыша, стабильно, с хорошим микрофоном, со стабильной связью 3 года назад. И ни одна человеческая особь инженерная не смогла повторить это, даже в ушах, которые дороже. Я говорю про вкладыши. И это, яблочники-подлецы. Будем их тихо ненавидеть и покупать AirPods. Вот. Что лучше, Halo GT1 или Halo GT2? Брам-бам-бам-бам-бам. Да равноценно, если честно. Лучше GT2. Что такое концентрат? Серьезно? Это кола просто. Это не концентрат. Это Кока-Кола. Видов Кока-Колы очень много. Еще раз повторяю, что советую тоже всем, особенно хорошо английский язык более-менее учить. Поменяйте регион на американский, либо на Великобританию. У них очень много интересных, прикольных роликов. У них я узнал, что видов Кока-Колы нереальное количество. AirPods лучше обычные. Купил себе прошку AirPods, матюкается страшно. 22 куска выкинул, взял Sony за 14, разница просто дикая.
Я вообще читал и про Соньки, и про Sennheiser много негатива. Тоже, может быть, как повезет. Или наоборот, то, что два человека там написало, а 200 тысяч человек рады. Дорогие ушки у них очень. А 22 куска, ну, может, все-таки брачок, у них вообще какая-то проблема с продажами. Я заказал себе, получается, еще одну пару. Ну, в общем, проще говоря, мне кажется, что у них какие-то проблемы. Есть нормальные наушники, есть нет. Хотя черт его знает. На XCDA часто заходишь, какие у тебя зубные щетки? Нет, на XCDA захожу только когда мне надо про телефончики что-нибудь рассказать. Я думаю, ты понял. Я не буду покупать яблоко уши. Не покупай Танатос. Я абсолютно даже близко не являюсь каналом-яблочником. Там рядом с ними не валялся, просто сошлась звезда там, что, ну, я не могу не признавать, что это лучшие по стабильности и по автономности вкладыши, которые на данный момент есть на рынке. Вкладыши. FIA 6 стоит брать. Из Блицвульфов я бы взял только FIA 4. И то есть OEM-ки на них, просто FIA 4 я тестировал. А GT1 Plus планируется на обзор? Нет, а мои Wayday, потому что они очень похожи на GT2, во-первых. Во-вторых, на них есть негатив. Вот. Да и вроде не особо они заходят. Один в один мои слова. Ну вот видишь, Варвар. Варвар, может быть, ты и есть распаковка, два паковка. Шучу. Никого обидеть не хочу. AirPods 2 лучше Pro. Прошки продал через месяц. Ок. После долгого изучения вопроса выбора наушников, дочки вчера взял, купил AirPods 2. Счастливо. Посоветую уши для бега и спорта, чтобы не выпадали. Трын-тын-тын-тын-тын. OnePlus Balance 2, либо FreeLace от Huawei. Вы хвалите уши от Apple, но обзоров на iPhone нет. Следовательно, когда ждать? Аланта, у меня есть iPhone 7 Plus у супруги и iPhone 11 Pro Max. Тоже у супруги. Расскажу. Во что играешь игровой мышкой? В рендеринг, Сергей. Я, к сожалению, только пилю обзоры и работаю, и все. Это не брак, звучит плохо, не у меня одного, просто их пытаются оправдать. Окей. Нет, я уверен, что Sennheiser лучше звучат. У них прикол же другой все-таки. Мне кажется, что это для спортивов штуки, потому что, ну, по форме вот эта лабутень, они норм. То есть они реально удобные. Даже их фейки удобные. А все остальное, ну, может быть. Затычки. Что хотите от затычек? Привет, посмотри мой вопрос сверху, писал уже 2 раза. Ты лучше повтори, Стас, потому что я не буду перекручивать. Анастасия. О, вторая девушка на стриме. Стрим 100 минут, вторая девушка. Та-да! Как тебе уши JBL 120? JBL хорошая фирма, не все уши хорошие, не тестировал ничего из их продукции вообще. Посоветую уши до $20, топ не помог. Hello GT2, либо Redmi AirDots. Что за штуковина на столе, не то наушники, не то колонка? Это Blue Dio, народ пишет, что это реплика JBL-овской колонки какой-то. Я не знаю, что это. Не верю, что мог добровольно купить колонку упряжь. Купил, потому что до 1000 рублей я много чего покупаю, всякое лабутение. Притом я на них не делаю потом обзоров очень часто. Я вам даже больше скажу. Я покупаю даже, вот мне, допустим, нужен был этот, как его? Стабилизатор еще один. Вот купил стабилизатор, хотел сделать на него обзор. Не разобрался в нем, мне он не понравился. Ну, как бы я его иногда использую как стационар, для стационарного съемки. А так обзора нет. И вот так, я не знаю, я сейчас товаров 40 могу вытащить, на которые я купил, но обзора я на них не делал. Либо вот, допустим, не знаю, да даже мультитул у меня давно. И эти реплики Galaxy Buds давно. Бутылка на столе это Coca-Cola. Еще раз говорю, подписывайтесь, не подписывайте, а поменяйте регион на американцев и британцев. И посмотрите, как на YouTube много у них всяких приколюх. Что лучше, Flip 4 или Mifa A10? Еще раз, Щу, спроси у тех, у кого была JBL-ка, мне Mifa понравились. Xiaomi Note 10, плохой или нет телефон? Белый фон после, точнее, Демит. После того, как вы спросили, точнее, после моего обзора я поползал, и кто-то из подписчиков навел меня на правильную мысль. Там память медленная, оперативка UFC 2.0, и поэтому телефон сам по себе при съемке тормозит. Он не тормозит в 4К, но тормозит при фотосъемке. Империя зла закинули вирус конкурентам. Может быть,
Может быть, Игорь. Но давайте не будем забывать, что яблочники, они благополучно там делают свои девайсы, и на них все очень плохо тоже отразилось. Мажор, покупаешь всякие лабутены? Нет, я на лабутены могу как раз купить много товаров. Привет, брать ли КЗС-1? Да, если вас не смущает то, что у них очень убогий пластик. Не забываем прожать лайк за труды, написать, что еще купить, и комментарии, и что еще. И подписывайтесь на канал с колокольчиком. А у кого есть колокольчик, еще раз пережмите. Почему? Потому что YouTube очень часто их скидывает. Посылки сейчас приходят, а то моя даже границу не прошла. Приходят. Еще раз, границу не закрыли. То есть граница, она закрыта только для автомобильного, ЖД передвижения, по-моему. Автотранспорт не уверен, что закрыли. И самолеты, часть, может быть даже не все. А посылки-то идут. Планируешь ли еще раз в Баку съездить? Намик может быть, но не скоро. Кто поставит дизлайк, тот звать Ниду Руслан, это жесть. Это чернуха, давайте без чернухи на канале. Еще раз, на канале нет мата, хамства, пропаганды, алкоголя, табака и вот такой вот грустный канал для старичков и странной молодежи. Брать ли реплики Samsung? Еще раз, Данил, нет, все плохие. 2 реплики купил за 3000 и за 1000, обе убогие. Но я как-то постараюсь это аккуратно сказать, потому что по-любому народу немерено уже накупило этого дела. А учитывая, что, напоминаю, Galaxy Buds, по моему мнению, в топе 10 моих худших наушников, вы можете представить, что я скажу о их подделках, которые еще и нестабильны. Можно вопросик? Можешь рассказать про кодеки, которые отвечают за поддержку звука через Bluetooth? Смотрите, есть SBC-шный кодек, это днище. То есть это низший уровень, без всяких цифр. Потом идет кодек AAC, он покруче. По большому счету, AAC-шный кодек как раз может не флаковские файлы вам проигрывать, все вам хватит, вообще всего. Дальше идет LDAC-овский кодек, точнее aptX, aptX HD, они тоже не особо дико отличаются. Sony-вский LDAC-овский кодек, это типа крутыши. Но опять же, если вы не аудиофил, вы разницы не услышите. То есть вам, в принципе, на 99%, если нормальный носитель, с которого вы слушаете музыку, и нормальное качество звука, музыки, вам хватит кодека AAC. Почему везде мы пишем блогера aptX? Потому что вы смотрите тогда. То есть если мы не будем добавлять вот эту магическую фразу, не магическую фразу, а 4 буквы aptX, LDAC и еще что-нибудь в названии ролика, вы смотреть-то не будете. Либо там убийца AirPods, либо еще что-то. Либо у тебя там немеренное количество людей, которые просто твои фанаты. У меня таких нет. Поэтому я указываю на то, что есть где-то что-то из разряда aptX. Да какая разница, кто подумает, кто купил G только в приоритете. Если человеку взял, нравится, так это хорошо. Но когда их очень много, это плохо для канала. Не-не-не, упаковка точно не мне говорит, что я мало кидаю на вентилятор всяких штуковин для того, чтобы их раскидывать. Мне кажется, у меня и так негатива слишком много. Надо уходить в позитивный лад. В жизни должно быть больше позитива. Может быть, про этот ошейник, поэтому я и не расскажу. Маркетинговый ход. Маркетинговый ход – это натос. Когда ты пытаешься… Ладно, не буду. Есть фанаты. Есть фанаты, Александр, все тогда норм. Питер, спасибо. Нас мало, но мы в тельняшках, шучу. Стоит ли брать Redmi AirDots Pro вместо Redmi AirDots? Не знаю. Так, как решился вести этот канал, что побудило? Заказал на Гербесте за 1500 рублей. Каждый стрим, полгода я рассказываю одну и ту же историю. Друзья, подписывайтесь и будете ее знать. Купил за 1500 рублей вот этот вот коврик для мышки. И Гербест пообещал мне, дурачку, 50 рублей, если я о нем расскажу. Я сделал фотки, ролик, и итого он мне дал 50 рублей. Я обрадовался, купил у них еще какую-то штуку за 2000. И только сейчас понимаю, какой уровень разводилова. Никакие видео, конечно, они у себя мои не размещали вообще. А после этого я сделал обзор на Amazfit Pace, который супер колхозный. Это часы такие, первые Amazfit. Stratos 1, можно сказать. И 23 тысячи человек на данный момент его посмотрело. Супер колхозная тема, но от души, без всяких текстов. Можете посмотреть первый ролик на канале. Ты про ножи уже рассказывал? Нет, Питер. Я пока не знаю, как о них рассказать. Я думаю, вот сейчас, когда ты увидишь вот этот лейбл, ты поймешь, в чем моя проблема. Не хочу я страйк, понимаешь? Я не хочу страйк.
Какая агрессивная галочка? Наверное, это очень... Наверное, это очередь так действует. Ничего не понял. Может ли отдельные почты как-нибудь подтвердить посылку, которая пришла? Я про Алиэкспресс. Нет, не может, Стас, только если по ошибке они кому-то ее выдали. Привет, какие беспроводные наушники? У меня такое было. Беспроводные взять до 5000 рублей. Пам-парам-парам, опилки. Купите лучше до 1000. Halo GT2 либо Redmi AirDots, если у вас не было ТВС. Говорю, если у вас не было беспроводных ушей, начинайте с дешевого. Потом дороже, 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 дороже. И старайтесь, конечно, ловить друзей, у которых есть уже беспроводные ушки, для того, чтобы понять, зайдут они вам или нет. Потому что все, что мы не говорим, опять же, игры разные есть. PUBG самая глупая игра в плане работы с телефоном. Почему? Потому что больше всего задержка именно в PUBG всегда. Я, кстати, пересматривал роллипасы и понял, что минимальная, хотя это было в топ-10 худших наушников, минимальная задержка была, вспомнил One More 1026, мне не понравилось, как они звучат, как они в ушах, но у них вообще не было задержки в PUBG. Вот. И еще у каких-то. Бывают уши, у которых нет задержки. У Блюфов минимальные. Посмотрите, я вставляю в ролики, если она прям совсем масенькая. Дайте ссылку на нож, где покупали. Рис в комментариях под стримом напишите, я обязательно вам оставлю. Здравствуйте, спасибо за видео. Есть ли планы на наушники Анкер? Анкера есть, все, вы меня победили. 9000 рублей, завтра я их куплю, окей? Все, давайте не спрашивайте, черт с ним. За Анкера 9000, вот меня прям вот так выворачивает, вы понимаете? Ноунейм фирма 9000 рублей. Почему в начале роликов фраза Tube 386 454? Это порядковый номер ролика на канале. Это я себя так мотивирую. Вот. Добрый вечер, только присоединился. Вопрос касательно Али. Заказывал AI 9000, продавец уже 10 дней не отправляет товар. Что делать? Два варианта, либо ждать, либо возвращать деньги. Но вообще это нормально, еще дней 10 не вышли, потому что у них продлились праздники. У анкеров есть колонки хорошие. Да, я прям уверен, но я не уверен, что у них есть уши, которые стоят 9000. Ну, которые стоят своих денег, скажем так. Польза, где вы нашли AirPods по цене FlyPods? Тран-пам-пам. Может, я сговорился. Скузя. Я даже сейчас не понимаю, что вы спрашиваете. Посоветуйте наушники затычки с классным звуком до 100 баксов. Если вас не бесит шнурок, то я бы взял на вашем месте OnePlus Bullets 2. Если вас шнурок бесит, то если вы девушка и вам не нужна высокая громкость, вы по-любому любите всякие адельки. Meizu Pop 2, если затычки. Если с вкладышами все просто. Все просто. Huawei только вторые. FreeBuds 2. Или как там их? Я уже сейчас начал заговариваться, почему. Ну логично, 2 часа стрима. Зря ты так про анкера, я их слушал, достаточно хорошие девайсы, правда не распаковывал. Ага. Анкер 2 Pro, вот эти последние, но они 9000, у них были уши до 5000, но не десятку же. Какие брать беспроводные наушники до 1500? Halo GT2, есть топ-10 до 20 баксов на канале. Я сейчас всем советую Halo GT2, потому что были Redmi AirDots, потом они сделали Halo GT2 на том же заводе, по-моему, на той же этой, даже на той же линии. Вот, и все в огне. 1000 рублей, мир, трудма и жвачка, и забудьте про все эти каналы с ТВС-ками. Meizu Pop очень тихие. Ибрахим, да, ну как бы не очень, но тихие, я об этом постоянно говорю. Красивые, тихие, но удобные. И поверьте мне, девушкам, кому я не давал их слушать, всем почему-то громкости хватает. Вот черт его знает, нам, мужикам, надо кровь из ушей, чтобы оглохнуть. Как есть один обзорщик, который очень красиво все время описывает звук, и он описывает в основном проводные ушки. Вот, и он смотрел его стрим какой-то, и он говорил, что у него проблема, он к лору часто ходит. Ну, потому что если вот это вот дело выкручивать, то слух можно навернуть на здрасте. А мы дикие обезьянки. Почитайте, в чем проблема затычек, что ты постоянно добавляешь громкость. Короче, это все опасно. Дальше. Какие брать беспроводные уши? Ответил, как тебе JBL? Да не как JBL-ки. JBL-ки очень переоценены. Бренд. Дорого. Хороший бренд. Если есть деньги, берите JBL. ТЧК, наверное, вот так. То есть, если из колонок, я не знаю, я не буду Тронсмарта советовать за свои деньги. Потому что есть JBL-ки. Мифа неплохие, А10 мне очень понравилось. Если у человека хронический отит, то какие наушники брать? Накладные. Однозначно. До 1500 Blitzwolf 4 лучше.
Ну, ты очень крут, если ты найдешь за полторы. Я, по-моему, за 2600 покупал, но это было очень давно. Затычки злов, вкладыши более-менее накладные, вот что нужно. Да, но не каждый готов, не каждый дорастет до того, чтобы ходить с этими штуковинами, к сожалению. Или к счастью, потому что за 15 баксов, покупая затычки, очень многие решают большинство своих проблем. На Али есть оригинал джебелек? Да, на Темоле, Богдан. Так же, как... что еще есть? Яблочное, все практически оригиналы на Темоле. Я знаю, где в Питере купить AirPods 2 по цене 8300. Варвар, ты сделаешь так, что у меня сейчас слезы на глазах появятся в плане «я тебе завидую». Пишите Варвару в телегу, и он вас наведет на ушки за 4300. Blitzwolf 4 сейчас заказал за 1448. Андрей, вы самый крутой покупатель, который был на канале за 3 года. Я не пытаюсь сейчас лобызить, это даже круче, чем Bullets 2 купить за 3500, как народ покупал. На фоне топ-треки наваливают. Да, затычки я юзаю в основном, когда на сцене работаю, а то чисто профессиональная вещь, долго в них невозможно находиться. Да, хана будет в микрофлоре в ушках. Я свои уши убил полноформатными наушниками. Да ладно. Вы имеете в виду мониторы накладные? Вы дикие. Варвар, окей, нет, Варвар без ссылок, дикий еж. Здесь ссылок нет, нет упоминаний каналов. Нет рекламы. Нет рекламы. У нас унылые стримы. Унылые стримы без рекламы. Друзья, ставьте лайки, 170 человек. 4 сотни-то мы должны сегодня добить. Или совсем неинтересная тема. Все, больше не буду рассказывать про Алиэкспресс. Шучу, буду. Куда я денусь? Будет обзор топ Bluetooth наушников для PUBG Mobile. Александр, проблема в том, что вот, допустим, на стриме сидят люди младше, лица младше 18, их довольно много, они играют в PUBG. Основная моя аудитория, к сожалению, в PUBG не рубится. И вы сейчас подкинули отличную идею не только мне, но я уверен, что многим. Наверное, да, наверное, сделаю, но мне не кажется, что у меня он конкретно зайдет. Но вот эта идея норм, почему? Потому что, я говорю, я когда делал топ плохих наушников, по моему мнению, топ-10, я обратил внимание, что некоторые из них идеально в PUBG могли помогать людям рубиться. И еще раз, One More как раз, такие из них. Да. Окей, сделаю, Александр. Напишите мне в ВК, напомните, я на следующей неделе это дело замутю. Польза сейчас заказал QC White 5, когда они примерно отправят их, понятия не имею. Думаю, через недели-две. Если все будет хорошо, и они там не будут в печали из-за всех этих вирусяк. Можно ли заказывать с Али сейчас? Можно. Зайдет идея? Думаю, да. Можно ли заказывать? Ответил. Привет, как дела? Мне Note 8 Pro с Али отправляют уже 10 дней. Это нормально? Да. Еще 10 будут отправлять. На руке у тебя Stratos 3? Да. Можно ли заказывать с Али? Да. Народ, для PUBG Mobile нужны только проводные. Только нет Bluetooth ушей без задержек. Есть. Паковка, еще раз. Есть, в общем, смысл в чем? У американцев есть очень хороший чувак, рассказывает про теорию звука. Там как раз про 300 миллисекунд, 180. Короче, мы не видим меньше 200, не услышим 200 миллисекунд задержки. У фрилейсов, у третьих, вот навскидку, One More не заметите задержку в PUBG. Паковка может заметить, потому что он музыкант. А большинство не заметят, Илюха. Почему? Потому что слух у нас чуть-чуть другой. Задержка есть всегда, задержка есть и у проводных есть задержка. Окей, давайте без теории. Я инженер, к сожалению. Так вот, смысл в том, что в Huawei нет третьих. Можете написать мне, у кого они, я уверен, что большинство не замечает. И One More, и еще у каких-то ушей. По-моему, штук 5 я нагребу, вот, который я тестировал с PUBG, и задержки прям вообще нет. То есть я ее лично не замечаю. Хотя я мне кажется, замечаю хорошо рассинхрон и задержку. Еще до того, как я блогингом начал заниматься, вот такая у меня штука есть. Можно сказать, это мой крест. Так же, как я не могу с некачественными мониторами работать. У меня зрение единичка, но, наверное, она за счет того, что я все время либо очечки надеваю от компьютера, либо еще что-то. Еще помню эти экраны, помните, по 30 баксов, которые на мониторы вешались, защитные. Дальше. Какие вкладыши можно взять до 1,5, безопасные? Вкладыши до 1,5 TISA iX и все. Но они не факт, что вам зайдут. На время заказа в описании было написано Global Version, а сейчас Global Room. По-моему, одно и то же. Можете меня поправить. Кстати, ответьте, пожалуйста, коробки
от средства для мытья посуды. Куда ВК-то писать, не могу найти. Александр, есть в описании к ролику контакты. Вот там есть группа в ВК, я там администратор. Добавляйтесь мне в друзья, я добавляю всех. Просто это чтобы защита от ботов. И пишите мне, что хотите. Кстати, насчет монитора. Xiaomi был как у тебя, как по цветопередаче. По цветопередаче норм, но мне кажется, что есть шим. Вот. И я уже говорил в обзоре по поводу монитора за вот эту 30-ку, что есть засветы. Это прям дичь за 30 тысяч. Цветокор не будет страдать на нем? Я думаю, нет. Я говорю, для рендеринга и для фоток топ. А вот для игры нет. Ну, упаковка, я бы тебе вообще не советовал запариваться. Купи какой-нибудь азусовский, напиши им, они тебе пришлют получше мониторик. Это самсунговская матрица SV, есть и покруче. Вот. А для обзора можешь взять. Не разочарует и перепродать сможешь. Да я понимаю, что ты про цветокор. Photoshop Forever. Ну почему? При рендеринге, скажем так, перед рендерингом ты режешь. Хотя, может, не ты режешь, но, в общем, режешь. И, соответственно, ты потом цветокоррекцию ты делаешь. Вот я про нее, наверное, говорю. А ты про Photoshop? Сделай обзор на Razer Hammerhead. Дорогие. Amiga. Дорого. Дорого. Какие вкладыши можно взять до 1500? Halo GT2. Безопасных нет. Вкладыши? TSAX. Я тебе ответил. Еще раз напишешь, я тебя забаню. Даниил. Последний раз. Дальше. Можешь попробовать взять проводные. Есть топ-5 на канале по вкладышам. Можешь попробовать взять проводные AirPods с 3,5 за 1500. Я не понимаю, о чем ты, Артем. Ну, примерно понимаю, лучше скинь мне. Ты, наверное, путаешь рендеринг и монтаж. Нет, я имею в виду, я не путаю. Сначала ты монтируешь, потом ты рендеришь его. То есть выводишь в необходимый формат. Я имею в виду, что при монтаже ты же делаешь цветокоррекцию. Есть и в аудио теме, и в видео. Да. Нет, я имею в виду, что цветокоррекцию ты можешь делать в фотошопе у фоток, а можешь у видео цветокоррекцию делать. И там норм. О чем мы говорим? Какая разница? Я думаю, что тебе и так пришлют его, и к тому, что перепродать ты его сможешь как очень легко. Вот. В моем городе с 20 тысячами населения я его не перепродам. Да и не буду. Саня, ты опять не весь чат читаешь. Я и так, в принципе, не успею на все отвечать, поэтому сейчас я сделаю. Не забываем прожать лайк, нас уже 150, но, надеюсь, 4 сотни мы доберем, 18 дизов, все печально. Есть вариант, как Redmi AirDots, Halo GT2. Кроме TSAX до 1500 ничего не посоветую. Из вкладышей фирмы, которые не являются ноунеймом. Там не видно администратора, я подписался на группу ВК. Я там отвечаю в группе ВК, в общем чате. Саша, а что скажете насчет онлайн-магазина Wildberries? Диана, у меня там больше, чем на 2 миллиона заказов. Как-нибудь я сделаю принт-скрин, то есть до того, как я начал делать... заказывать на Алишке. Я заказывал на eBay еще по карточке супруги, которая жила в Латвии. Я заказывал на Wildberries, на Озоне. Я же говорю, я шопоголик. Вот. Наверное, я уже сотый, что за кола у тебя на столе лежит. Одна из кол, которая производится, по-моему, в Британии. Посмотрите, есть у американцев очень много интересных роликов. У меня вообще темные ролики делают. И у них есть мужичок, который пробует колы разные. И вот он пробовал одну из таких, и я советую такие штуки покупать. Кто мне пришлет? Ага, вон Xiaomi в обиде. На меня вон Xiaomi в обиде. Я даже не знаю, кому писать от Xiaomi. Вот. Дальше. Какие беспроводные накладные уши с шумодавом посоветуешь? Сонечки. 22 рубля. А так, все это мелочи жизни. У них у всех есть шумодав пассивный. Если вы в накладных ушах будете 50% громкости гулять где-нибудь, ничего вы не услышите. Он не нужен там. Не видно администратора. Еще раз повторяю, я там отвечаю на комменты, вы можете меня так найти. Дальше. Какие ТВС наушники, обратите внимание, в диапазоне 100-200 сотен долларов. Вкладыши AirPods, первой или второй версии. Затычки, 200 баксов, если на шнурке. Покупайте. Bullets 2, если не на шнурке, выбор немерен, нереален, топ-10 на канале. Посоветую беспроводные наушники до 30 баксов. Топ-10 на канале до 20 баксов, посмотрите. А вообще до 30 вот сейчас Blitzwolf FE 4 кто-то за 1500 рублей купил. Вот это прям, это аттракцион невиданной щедрости в прямом смысле.
Видосов снято 12 штук, ты. Работа для слабаков, когда у тебя пол-ляма подписоты. Лайк прожал, ответ не получил, не страшно. Пока. Да, что ты спрашивал? Зря. Напиши в комменте, я отвечу. Есть топ, смотри, выбирай. Правильно. Что лучше, Amazfit GTS или Xiaomi Color Watch? На данный момент однозначно GTS или GTR. Почему? Потому что Xiaomi Color Watch нет глобалки. Как только глобалка выйдет, вы сможете выбирать. Почему? Потому что, ну, по большому счету, все это как обладает функциями умных браслетов. То есть это до часов так. GT2 еще более-менее. Вообще я считаю, что Xiaomi Mi Watch, когда выпустят глобалочку, у них есть eSIM, вы туда сможете накатывать симку, и вот у вас полноценные умные часы, прям вообще умные. Дальше. Еще раз прошу не вспоминать никакие каналы, маленькие, большие, кроме Вилсакома и Андроньюса. Андроньюсу я импонирую, мне его в каком-то смысле как бы импонирую, нравится мне этот мужик. Странно, но нравится. А Вилсы это какой РТ, поэтому можете их вспоминать. Я себе взял по скидкам Mi Watch за $198. Mi Watch. Ну, упаковка. Ты в них распаковывал посылки, кстати. И не одну, по-моему, нет? Mi Watch $190. Это вот для фанатов, как я. То есть там купить стратосы на китайском языке. Впились мне стратосы на китайском языке. Ну вот, хочется мне их. То есть я фанат. Мне не жалко. Никому не советую, пока глобалок не выйдет. Но на них уже можно глобалку накатить, у меня времени нет. Вот. А Mi Watch будет топами, как только будет глобалочечка. Дальше. Скажи свое мнение, что лучше, Stratos 3 или Garmin? Ох, не знаю. Я Viva Active 3 не тестил. Меня бесит, что Garmin очень много денег хотят. Но если вам нужна прокатка на лыжах беговых, то вам при любом раскладе нужно будет покупать Garmin, потому что у Xiaomi нет их вообще нигде. Дальше, название Color Watch. Так себе. Ну да ладно. Серьезно? Танатос. Решим сделать вид, что мы английский вообще не знаем. Blitzwolf лучше, чем QC T5 по звуку, мне кажется, белый фон да. Скажи, для чего еще удобны такие часы, кроме как смотреть время? Музло с них норм слушать? А почему нет? Какая разница? Тот же самый плеер. Вот такие часы нужны, чтобы к ним подключить нагрудный датчик и жопкой двигать. Чтобы не было пузика. Вот. Чтобы не зацепил, чтобы ты убежал от коронавируса. И не было сил бухать. Стоит ли покупать молоке? Или Halo 2? Я бы Halo 2 взял. Данил, ты меня троллишь. Я еще раз, в общем, топ-10 смотришь на канале, либо потом ты банишь. О, спасибо большое, Варвар. Если с Алика заказывать, коронавирус придет? Нет. Спрашивайте еще раз по теме. Великая депрессия будет. Китайский Новый год еще 10 дней будет. 10 дней, возможно, ваши посылки никто не отправит. Коронавирус вам по почте, к сожалению, не придет, если вы не закажете себе какую-нибудь летучую мышь именно из того региона, где они с этой бякой, и она не доживет до того, чтобы к вам прилететь. Halo заказал обе версии. Нет, мне Halo очень троллили прошки. То есть у народа много брага с прошками. А так это то же самое Redmi AirDots. Там внутрянка та же, я даже разберу, может, как-нибудь на стриме. Будет обзор часов Halo? Да, жду их очень. Очень жду. Напоминаю, не чаще раз в минуту сообщение от одного пользователя. Если с Алика прям вирус, нет, Альберт, не пройдет. Слишком много хотите. Это слишком дорого вам выйдет. За этот вопрос даже можно, кстати, получить, мне кажется. Надо мыши оттуда врагам заказывать. Денис, все мы человеки. Вот серьезно, когда какая-нибудь дитятка помрет от такой шуточки, это будет не весело. Месяц будут отправлять и 2 месяца идти будут. Круто. Богдан, нет, они не будут месяц отправлять. Я еще раз повторяю, мне вчера 3 посылки послали. Как тебе, как раз по поводу... Коронавирус разлагается обычным алкоголем. Артем, это производители алкоголя. Так, считают. Саундбар белый или серый для телевизора хочу? Есть рекомендации? Не, у меня нет саундбаров. Что лучше, Amazfit GTS или Xiaomi Color Watch? Жак Павло. Надеюсь, не вы меня спрашивали. На данный момент GTS у Color Watch нет глобалки. Летучие мыши запрещены. А также рисовые вины. Да, вот такая вот печаль. Так что мышей не будет. Ни мышей, ни бананов с ними.
Что за накладные наушники? Е10 миксайдера не брать. Зуб болит, что делать? К врачу, бегом, бегом марш. Что за накладные, уже ответил. Артем, ну. Дальше. Дальше. Что у нас дальше? Не забываем прожать лайк. 4 сотни лайков. Давайте. Mission must be accomplished. Мы сможем добить 4 сотни лайков, и тогда будет более-менее стримчик. Ну, а просто пошутил. Да не буду я шутить, банить никого за такое. Говорю еще раз, здесь бан за хамство, мат и упоминание других каналов. Все просто. Вот. Забаненных прям очень много. Чего-то, почему-то. Что-нибудь известно про MSFit X? Андрей, они точно будут. И я думаю, что несмотря на то, что они будут не очень, мне кажется, они нам зайдут. Потому что первый блин все равно будет такой комом, по-любому. Грубый ты. Есть такое дело. Грубый, но без мата. Чувствуете, там можно же употреблять слово «мразь». Вот сейчас человек 20 уже уйдет. Ладно, MSFit до 8000. Всегда бипы. Только бипы. По поводу Стаса, будем считать, что это тоже почти миллионник. Так он встал, а у Андроньюса за это время плюс 300 тысяч подписчиков. Кто не шарит, тот разъясняю. 300 тысяч подписчиков это много. Это в 3 раза больше, чем на моем канале. И он это сделал, по-моему, за месяца 2. Ну, победителей не судят. Дальше. Почему упоминание каналов так всех? Почему всех? Еще раз повторяю, есть большие, а есть маленькие. Зачем мне маленькие? Я читаю все, что мне пишут, упаковка. И я понимаю, что многие могут себе позволить не читать. У меня такое кредо, читать все. И есть вещи, которые я читать не собираюсь. Это маты, другие каналы. Вот. Я считаю, что это реклама. Почему никто не ждет BIP S? Потому что люди не знают ничего о нем. Почему? Не, народ же... Я говорю, я никогда ничего не вспоминаю, пока это не выйдет. Потому что пока у меня на ручках ничего нет, это все балабольство. Как только я получаю в свои руки, я очень часто получаю не то, что есть в рекламе, не то, что было у других людей, и у меня впечатления совсем другие. Поэтому я стараюсь не особо разглагольствовать до момента появления у меня девайса на руках. Какие лучшие часы защиты от воды? Умные. У MSFit есть MSFit Bip Lite. Ну так, что такого произнесения чужого канала? Ну, упаковка у тебя свои приколюхи, у меня свои. Я вообще считаю, что там, допустим, ну, говорю, у меня свои приколы. Я не произошло много чего. Почему игноришь мой вопрос? Я его могу не видеть, здесь много кто пишет. Не бухает, не матерится, инженер, адекватный блогер, женат. Сантьяго, зато я максимально неприятный человек при конфликтах. Я вам клянусь. Вот есть такое, понятно, отклонение психическое, аутизм. Вот в каком-то смысле я становлюсь с таким отклонением при конфликте личностном. То есть получить в таблетку я могу, так же, как и дать. Потому что для меня все просто, или да, или нет. Вот. И поэтому вокруг, наверное, не так много людей, как хотелось бы. Но я не знаю, я не считаю, что друзей может быть больше 10 человек. У меня их до 10, но они есть. Я им доверяю. Наверное, это важно, мне важно. Я думаю, вам тоже, друзья, важны. Включи видеть весь чат. Варвар уже включил, есть более... БИП, остальные до 14 дней. Неправда. Много чего живет дольше. Притом и Терексы 20 дней живут по заявке. И при автономке потом, кто еще? Стратосы могут под 20 с лишним. Почитайте, очень много чего может больше 20 дней работать. И, дальше. Mi 9T норм на 2020. Я бы не стал брать, Антон. Саня, за время эксплуатации ушей Mezio HD у тебя появились замечания? Да. Я не знаю, где они у меня валяются. У меня, короче, отломалась вот эта вот штука. Боковушка. Просто выломалась. Я, конечно, не аккуратный пользователь, но у меня такого не было. Потом, конечно же, я приклеил ее, вырвалось крепление. И это было очень печально. Скузя, надеюсь, со звуком ничего не произошло. Не забываем прожать лайк. Как вы думаете, придет заказ Салика, только что трек отсвечивает и продавец не отвечает? Ну подождите, говорю, у всех проблемы. Марат, огромное спасибо. Ты, по-моему, пятый донатер сегодня. Пятый. Та-да! От инженера инженеру. Марат Улубьев.
Улубьев, если правильно сказал. Спасибо за стрим, ответы на вопросы. Уважуха за принципы. Покидаю вас, братва. Удачи. Пушкин Маяковский написал стихи с матами. Неужели это против классики? Я за классику, Роман, но еще раз повторяю, что я не человек абсолютно не творческой профессии. Я пишу стихи, как любая обезьянка. Я могу, я пишу тексты для стримов, точнее обзоров. На стримах я с вами разговариваю, но я не Маяковский. И у меня позиционирование железочки, дети смотрят. Александр не заплатил за норм доставку, вот и не отслеживаются. А посещать твои стримы можно, не забанишь. Я же небольшой канал, у тебя полмульта, 2 паковка. Ладно, рофлю, делай как знаешь, я просто, может быть, что-то не понимаю. 2 паковку, раз паковка, 2 паковка, у тебя много друзей, у меня очень много врагов. Вот тебе серьезно говорю, у тебя ни одного врага нет, у меня просто стадо диких обезьянок, которых я почему-то раздражаю. Не, почему я раздражаю, я понимаю, я вообще раздражительный чувак. Вот. И плюс ты творческая личность. У тебя в этой среде довольно много знакомых. У меня нет. У меня люди есть с ломами, грузчики есть безопасники, продаваны, покупатели. Я вообще не понимаю, как эта система с этой штукой под названием YouTube работает, но вроде как-то работает. Не забываем прожать лайк за труды, писать, что купить на обзоры и что еще. И спрашивать, потому что основная информация, которую вы можете подчеркнуть на канале, все-таки в первую очередь в Телеграме. Там люди, которые мыслят примерно так же, как я, только чуть-чуть умнее. И в стримах здесь я разжевывать стараюсь. Какой у тебя рост? Я средняк, Роман, я вот во всем средний. 182 сантиметра рост, 76 килограмм вес. Вот. С 16 лет. Двадцатничек так. Без изменений. 20 лет без изменений. Дальше. Что брать от 20 до 35 баксов беспроводные наушники? Hello GT2. Дальше. У меня ремешки, как дошли в страну назначения, так и больше не двигаются. Рано или поздно придут. У каждого есть творческая сторона, но мало кто об этом знает. Тьюб моя творческая сторона, я думаю, ничего. Вот. Режу-то сам, снимаю сам. Кое-как получается. Недавно взял OnePlus Balance 2 за 300. Алекс, вот ты взял наушники ровно за полцены относительно того, что я покупал. Но даже 6000, я считаю, не стоят. Не то, что 300. Вот. Худшие. И это хуже или плохо? Это хуже из те, что мне не нравятся. Какую литературу порекомендуете? Сначала прочитайте всю классику русскую. После этого благополучно, если вы хотите, чтобы у вас кукушка поехала, то, что я сделал в лет так 13, прочитайте Зигмунда Фрейда. Притом все, начиная с монографии и заканчивая тем, каким образом примеры, по-моему, есть у него книжка классная, примеры того, как он лечил пациентов. Потом чуть-чуть по НЛП почитайте, а потом читайте, что хотите. Хоть Духлес. Вот. Дальше. Привет, будешь брать на тест Realme Buds Air? Уже. Я тоже делаю все сам. Снимает тебя супруга, упаковка. Так же ж? За сколько месяцев ты достиг 100к подписчиков? Месяцев? За 2 года, Ибрахим. Ну вот режиссер, автор, оператор уже творчество. Я тоже так думаю. Но фотки мне делает супруга в основном. То есть фотографирует она. Дальше. Привет. А попадались ли тебе поддельные Stratos 2? У меня в новых не работает пульс. Нет. Это дичь. Дичь. Открывайте спор, возвращайте полностью средства, подлецы. Если будет на меня работать люди, это будет не хобби, это уже медиасеть, и души в роликах не будет. Да, но монтаж очень много времени забирает. Я не знаю, был бы у меня полмульта, я бы 100% нанял кого-нибудь. Удивительно, насколько сильно разнятся твои и других обзорщиков оценки наушников Sabat E12 Ultra. Почему? А вы можете мне не верить, Эвел. Есть у меня обзор на Sabat E12 Ultra. Вы открываете комментарии к нему, видите много людей, которые отписались от меня с воплем «Sabat просто топ». А потом читаете комментарии тех, кому они не зашли. Потом заходите на 4PDA и читаете, что у каждого третьего они вообще отваливаются. И думаете, наверное, пользе пришли брак. Но у меня Sabat E12 Ultra не отваливались, у меня были другие претензии. Поэтому смотрите обзоры, читайте комментарии, читайте форумы и думайте своей головой, а лучше слушайте своими ушками. Саша, различие между Honor Magic 2 и Huawei Watch GT 2. Huawei Watch GT 2
Не знаю, у меня не было Honor Magic 2. Та-да! Дальше. Два блогера, не спорьте. Ибрахим, мы не спорим. Александр, что лучше, Bip или Pace? Разница 1500. Однозначно, если вам нужна автономность, то Bip. Если вы планируете покупать нагрудный датчик, то Pace. Вот, если кратко. К бипам не подключить нагрудный датчик. У тебя на столе оригинальные AirPods? Эти, по-моему, нет. Так же, как Samsung Buds не оригинальные вот эти. Какие накладные уши лучше взять? Те, что вам подойдут по форме в первую очередь и чьи. Идете в магазин, не стесняйтесь и мерите до упора. Просто кому-то брак попался, кто-то счастливым ходит и обожает их. С ушами дешевыми всегда рулетка. Да не дешевые они 3 рубаса стоят сабаты. Вот эти вот штуки стоят 3000 с лишним. На 3000 можно купить Meizu Pop и Redmi AirDots. То есть под низкие частоты Meizu, под высокие Redmi. Все, полный фарш. А у вас так получается одни уши вместо двух. Та-да! Извиняюсь, только пришел, что за кола на столе. Просто Кока-Кола. Одна из таких, которые продаются в магазинах, и я советую такие пробовать, потому что в жизни нужно всякие приколюхи пробовать. Я думаю, вы такие не видели. По миру очень много всяких Кока-Кол продается, и если вы захотите вместо бутылочки крутого немецкого пива купить что-нибудь интересное, можно, не только же слух есть, но и осязание, обоняние, правильно? Попробуйте. Вкусовые рецепторы тоже себя нужно радовать. Так, к чему это все? К тому, что не забываем прожать лайк. Друзья, 400. Я вас верю. И подписываться на канал с колокольчиком. Будут вопросы, конечно же, пишите. Для этого мы на стриме и встречаемся. Стоит ли брать Mixsider E7? По-моему, у меня на них был обзор, да. Они прям дешевые и хорошие, но опять же, лучше послушать накладные в магазе. Дальше. Будет все-таки сравнение TRN 200 и KZS1. Да, я заказал TRN 200. Ну, скажу вам на стриме, какие мне больше понравились. Хотя мне кажется, что это примерно одинаковая история. Сделай обзор на кубики, каждый стрим по 20 вопросов. Вариант. Что за накладные наушники на столе? Mixsider E10 не советую. Как ты кубик разноцветный заказал? Вот этот или вот этот? Они рандомно приходят, никак. Дальше пользу не думаешь делать видео в формате? Нет, это абсолютно не моя тема пока. Я еще маленький для этого. Вот, и я чуть-чуть больше взрываю себе мозг и, не знаю, да, разная направленность. Возьми те же Broken Wilkins PX5, PX7. Мне кажется, они стоят как минимум космос. Как показал себя в использовании плеер FIO? Игорь, как и у тех, кто оставлял мне комментарии, все брады очень. Опять же, у FIO очень много плееров и аналогичных тоже, посмотрите, мне кажется, что выбрать есть вариант. И обзорщиков вот по таким проводным плеерам и наушникам тоже много, лучше комменты читать. А так, если вы аудиофил, нужно что-то посерьезнее покупать. Какие беспроводные уши купить до 4000? Есть топ-10 на канале. Дешевые уши, взяв уши от именитых контор, которые тоже могут иметь брак. Ясно. Versus Colorов и GTR снимать будешь? Как глобалка Colorов выйдет. Мне очень интересно. Я, наверное, даже закажу еще глобалку Colorов. Вот. 32 тысячи и 22 тысячи. Для этого YouTube, мне обычно кажется, не смотрят. За 32 куска можно прийти в магазин и просто замучить любого продавца и подобрать под себя ушки. Уже можно в аудиофильский магазин идти, кстати. Кубик называется Мету. На Алике стоит 130 рублей на Алиэкспрессе. Я покупал за 220 один, за 168 другой. Но там можно еще дешевле. Тут умудрялся дешевле сотни купить. Друг написал продавцу, чтобы выслал черный, наверное, кубик. Продавец написал окей, выслал черный. Ну, круть, ему повезло. На велосипеде катаешься и делали на него обзор. Атом, если ты подписан на канал, ты видел, что я делаю ролики и на велике тоже. У меня есть Amazfit GT-шка Avalanche Expert. Вот. Катаю на нем летом. Так, Amazfit Powerful Buds будешь заказывать? Однозначно, когда они выйдут, их еще не продают. Я уже понял, что черный. Сними видос, Антон, я подумаю. В магазине Dr. Head, я думаю, не скоро я буду также снимать. Можно послушать наушники от 300 рублей до нескольких миллионов. Круть. Не все в Москве, к сожалению. Богдан, варвар, ну давай без хамства.
Посоветую что-то похожее на FlyPods Lite. Логично, что это QC Lite опять по форме. А, Бука, если я буду обозревать на стриме способы обхода таможенного сбора, то вполне возможно меня забанят. Я вам серьезно говорю. Я не хочу страйки за такие мелочи. Мы сейчас общаемся в рамках правового поля. Плюс у меня здесь есть подростки, поэтому я часто напоминаю, что мата на канале нет, я против алкоголя и табака, и, конечно же, наркоты. Пока у вас есть здоровье и деньги, конечно, тусите, а потом, если вы захотите в 36 бегать по двадцатке, по сорокету, лучше все-таки бросать, не у всех здоровья хватит. Модератор с Украины. Окей, на что звук пишешь? Сейчас вообще довольно убогий, какого? Сноубол. У меня был обзор года 2,5 назад. Страйк влетит тут же, легко. Помню, ты заикался в начале января про то, что заказал подделки AirPods Pro. Да, так я вообще показывал. Но они слишком ужасны, чтобы я на них делал обзор. Я обязательно успокою свое внутреннее я, и когда буду готов сделать его таким лояльным из разряда, ну вы купили, если вам нравится, то, конечно, все хорошо. А вот остальным я не советую. Вот когда я смогу в спокойной манере это все донести, я сделаю. А пока все очень плохо, я не советую. Ну вы же на стриме, значит подписчики в основном. А какой мультитул лучше? Влад, есть очень много профессиональных блогеров, которые на инструменте базируются, у них тема. Но если честно, вот я их пересмотрел, я со многими не согласен, да и черт с ними. С разводным ключом вот этот, не с разводным, у меня дедушка забрал один хороший, который мне помогал его разбирать, а вот этот он для красоты. То есть Nextool, ну я не знаю, лучше покупать отдельно все. Если вам нужен именно Xiaomi-шный мультитул, можете выбрать любой. Никаких плохих я не видел. Вечными они, скорее всего, не будут. Мы прикроем тебя в случае чего. Да, будете мне передачки посылать. Посоветую для рока и аудиокниг. Любые. Для рока можете вообще, это низкие частоты. Syllable S101. Очень советую. Автономность, низкие частоты, только не Blitzwolf 7, с которых это OEM-ки одинаковые. То есть они на заводе клепают, одни ставят Syllable, допиливают что-то внутри прошивку, вторые ставят Blitzwolf. Вот нужно покупать Syllable. Варвар, ты знаешь китайский, не знаешь? Богдан, Варвар, давайте без конфликтов. Можно ли попросить у продавца, можно ли, секунду, можно ли попросить у продавца в подарок чехол на копию AirPods или с гравировкой на AliExpress? Я думаю, можно попросить что угодно, а вопрос, что он вам пришлет. То есть поддельные прошки еще не доросли до i90 000 Max TVS. Артем, я уверен, что i90 000 Max TVS тоже не доросли до оригиналов, и помирать они будут в ближайшие полгода у всех. Окей, пока я пошел, счастливо, Антон, польза. Не забываем прожать лайк, я чувствую, 4 сотни все-таки мы не наберем. Кубик в топе 5 вопросов. Пора обзор пилить. Не буду. Но не знаю, наверное, штук 10 надо тогда купить. Зачем? Не, про них спрашивают, потому что я их в руках верчу. Так чего, можно на Алике заказывать? Конечно, можно. Элвен, только не летучих мышей, но вам их и так не пришлют. Живого ничего не это. Звук OnePlus. Норм. Не понял. Норм. Закажи. Может, ты их разнесешь, конечно, но прям будет странно. Потому что чего-то я вообще негатива на них не видел. Скажи пару слов i90 000 Pro. i90 000 Pro. Вот два слова. На что есть товары... что на Али есть товары живые? Это попытка пошутить. Вот. Так, пишем, у кого есть еще какие-то вопросы. Если они закончились, то, наверное, заканчиваем. Не забываем прожать лайк, кстати. 4 сотни все-таки не наберем. Подскажи, что лучше для звучит проводные уши за 5-7 долларов или FreeBuds Lite? К сожалению, скорее всего, за 10 долларов проводные уже будут звучать лучше. Так, Роман, к сожалению, вы тоже будете заблочены. Скорее всего. Дальше. Пришла смс, что кто-то в Киеве пытался зайти без моего номера. Ну, не могут, главное не отвечать. Дальше. Acer монитора норм или лучше Philips? Я бы вообще Samsung брал. Мое мнение.
Ну, лучше посмотрите их конкретно, долго повыбирайте и прикиньте, сколько у вас есть денег. Так, Роман, окей. Как много блочим мы сегодня. Народ, ну и Рил, скажите, зачем обзор на игрушку, которая собирается как Лего? Артем, так в этом-то и смысл. Можно же делать ролики в формате шоу. Просто у меня они тематические идут, видите? А зато стримы идут в формате мини-шоу. Мини-шоу, как у семейки Адамс, ходячая рука по экрану, еще и с фризами, еще и с миганиями. Сэр Чип, ты что, не убежал еще? Что-то короткий стрим сегодня. Это сарказм, наверное, да? Мгм. Дальше. Обзор пилишь готов на любой собранный комп. Готов на тобой собранный комп? Нет, Бука, еще не готов. Если честно, я еще даже не начинал. Кока-кола есть на Алишке? Не, это в магазе. 210 рублей отдал. Но мне кажется, в Москве-Питере реально там за 120-140 купить. Мне QCY вообще непонятно. А на Майбац дешевые, ТТТ, Blue Dio, Трансмарт, светодиод. По поводу трансмартов, нет у меня здесь сейчас их показать. Они допилили, не мигает он уже. Меня уже затроллили, ну черт с ним. Даже не в Нео, а в обычных он не мигает. По поводу кьюшек, ну не знаю. Десятки тысяч людей, которые их покупают, пишут другие отзывы. Ты, говорю, просто рассуждаешь из разряда музыкант. Говорю, мне кажется, что это, я сейчас сформулирую, это как я чуть-чуть бегаю, вот если я одеваю кроссовки Demix и все подобное, мне кажется, что это мрачное днище. Вот тебе то же самое, если ты музыкант, тебе вообще любые затычки, мне кажется, даже Sennheiser это хлам. Вот, если кратко. Я не знаю, как можно сравнивать. Вот я не могу Demix сравнивать с дешевыми китайскими фейками вообще. Вот, наверное, так. Дальше. В каком украинском городе бывал? Я был в Одессе и раза 4 был в Мариуполе и в Киеве был. Вообще крутые города. Очень. Все ставим лайк. Влад, спасибо. Philips продают отдел бытовой техники. Печально будет, все думаешь. Ничего не понял из того, что ты писал. Sennheiser Momentum отличные уши. Сенхи очень крутые. Читал про Сенхи и на америкосовских сайтах. Народ не рад. Может быть, это консилиум тех, кто ждет чего-то прям супер, или тех, кто не слышит. Скорее всего, это те, кто не слышит, но это и вопрос. Зачем, допустим, если ты бегаешь там, до 5 километров, тебе Mizuno Wave Rider за 7 тысяч. Или какие-нибудь там облегченки Адидаса. Вот так же, зачем тебе, если ты слушаешь долбежку, какие-нибудь уши за 15 кусков. Ты не почувствуешь разницу. Вот, дальше. Сникерсы Миджи Ретро не убил еще? Бука, я их не могу убить, у меня зима, минус 36, я их не ношу. Добить еще 30-40 баксов и взять Sony за 240 ТВС, Sony просто чума. Окей, за сколько кубик шел? Один вообще 2 месяца, а второй недели 1,5. Колы на Алишке нет, на Тмоле тоже. Вот. Что, есть огурцы у них? Круть, я не видел. Я знаю, что на Озоне кофе нормально, дешево продается. Я смотрел на Соньки, но слишком они громоздкие. Да, они прям огромные. Не забываем прожать лайк. Наберем мы 400. Очень сильно сомневаюсь, но главное верить. Спрашивайте, что еще интересно. Philips перестанут делать бытовую технику, только медицинскую. И весь отдел с доходом в 2,3 миллиарда евро продадут. Вопрос кому, Сергей? Кола, Влад, ну это чернуха. Чернуха, здесь нет. Нету тут вирусяк. В этом мораль. Живых существ нет, коронавирусов нет. Могу доказательства огурцов в телегу. Не, я верю, Артем, я просто не обращал внимания. Вот. Наверное, все. Кидай. Варвар. Да, в телегу можешь в группу скинуть, кстати. Еще раз, кто здесь свеженький, новенький, приходите в Телеграм. Вот. Там тоже канал без мата. Я там появляюсь так, из разряда посмотреть. Много мужиков там очень умных. И могут чем угодно подсказать. Во всяком случае, это как библиотека. Если там даже вам не помогут ответом на вопрос, вам скажут, где найти. Что дает высшее образование, да? Возможно, знание, где искать. Через полгода посмотри эту колу. Кому? В телеге есть чат? Да. Линк, Валерия, есть прикреплен в описании к стриму. Подскажи ТВС наушники до 2000 рублей. Гривен? Я не знаю, сколько гривен. В рублях или в долларах? Пишите. Одесский говор не заметил. Андрей, если я туда катал, это не значит, что у меня есть одесский говор. Спасибо за стримы, обзоры, все круто. Сергей, огромное спасибо, что приходите. В
В телеге флуда много. Виктор, мы с этим боремся. Прям вообще боремся. И баним. Баним бесстрашно вообще. Люто и бесстрашно. Нас там немного, 6 сотен. Спина не болит, за работа сидячая, стрим долгий. Работа у меня не сидячая. Еще раз повторяю, что я вчера в 8 часов утра, в 7 встал, в 8 ушел на работу. Сегодня в 12 часов, ближе к 12 пришел с работы. Спал 3 часа, сидел из них, не знаю, часов 6. Но как-то тоже беспокойно сидел, подрываясь. И я рад, что я сейчас сижу, спина не болит. Спину качать надо в юности, чтобы потом не болело. Киса iX или i90 тысяч? Ох, не знаю я. Я по X взял, чтобы ничего не бабахнуло. Нет, там выше написали, что вы одесский говор переняли. Так вот нет. Нет, там спрашивали, мне кажется, был ли я в Одессе. 17 лайков до 4 сотен. 15. Нормальный флут в телеге. Побольше девушек и поженим кого-нибудь. Ага, особенно на женатых, да, и посадим потом кого-нибудь. Давайте дожмем до 4 сотен. Да, я верю в вас, друзья, прожимаем лайки, хотя мне кажется, что, учитывая количество людей, которое постоянно падает, нас станет меньше. А лайков, лайков хоть меньше не станет. Вы что, всю жизнь инженером работали? Денис, я работал параллельно и грузчиком, и охранником, и продавцом. Просто жестче всего, наверное, в погрузке было. Вот серьезно. Это из разряда того, когда у меня спрашивают по поводу там спортом заниматься, бухать, бросить. Это все такая лабутень. Говорю, попробуйте хотя бы месяца 3 каждый день поработать на погрузке вагонов, когда вам платят 18-24 рубля за тонну. И вы поймете, что тело это просто кусок мяса, которое должно выполнять задачи, без всякого там спорта. Вот. И лучше не бухать, иначе оно не вывезет просто. Есть что-то из массажеров, подушка под поясницу или подушки под шею. Есть не массажер, есть вот такая штука, Xiaomi-шная. Ее можно водой наполнять. Я, кстати, на нее тоже планировал сделать обзор, но в итоге я ее юзаю, но обзор не делаю. Вот. Я админ и злой. И я не злой. Да, есть такое дело. Не знаешь, сейчас накладок с доставкой не ожидается? Ожидается еще 10 дней минимум, ничего не будут. Про личное. Детишки есть, если есть, то сколько у самого дочка? Сергей у меня сын, ему 6 лет, он ходит в 1 класс, ушатывается в хламантин, 9 уже будет ему 7. Он конь. В плане он большой, крепкий и здоровый. И я этому рад, и он умнее, чем я. И это тоже хорошо. В Москве русскому грузчику очень тяжело устроиться. Было бы желание. Что за часы внизу? Это Xiaomi Mi Color Watch. Дальше. Все скинул, спасибо. Я живу в маленьком городе, съездил на завод, туда тяжело устроиться. Да, обычно да. Как поставить лайк стриму, не пойму. Просто палец вверх внизу под стримом также. А ну быстро жми лайк. Ладно. Дальше. А дочки сколько, кстати? Саша, смотришь ли ты 4PDA? Там тебя в обсуждениях MSFit T-Rex называют на 14 странице. Олег, меня забанили на 4PDA уже давно. Я пытался под разными никами туда устроиться. Логично, что им не нравится, что армейские часы раздолбал 6-летний ребенок с 3-го удара. Я говорю, я просто знаю, что я не могу вам полностью все сказать, но кратко я знаю, что такое стандарты. И вот эти вот чуваки из MSFit, которых я безумно обожаю, и к внешнему виду этих часов я уже тоже привык, и я верю, что очень многим, на прошлом стриме мы уже выяснили, что многие прутся от этого внешнего вида, им плевать, что тут нет, хоть даже водозащиты бы не было, они бы купили. И за 10, и за 12, я уверен, купили бы. Но меня бесит, что я фанат MSFit, и они меня обманули. Я ждал здесь беговых лыж, что они не будут бояться мороза, и можно будет на них бегать, на лыжах. И ждал реально защиты от ударов. Ее здесь нет. ТЧК. А так могут каким угодно. Конечно, им обидно. Кто-то купил с воплем, я сейчас их долбану, им ничего не будет. Я если паркуром бы занимался, допустим, когда в качалку ходил, я уверен, что я бы их раздолбал. Хотя, может, и не факт, Стратос это не раздолбал. Но, в общем, проще говоря, это не панацея. То есть, это не супер часы. Это хорошие часы. Но MSFit подлецы. Мне не нравится, когда они обманывают. Вот они обманули ТЧК. Поэтому был вот такого вида обзор. Я все бросаю в воду, все долблю. Я говорю, я очень часто показываю эти бедные мои верджи, потому что мне они очень нравились, и я их раздолбал в первый же день на обзоре. Я не знаю, где они у меня, кстати, валяются. Вот. Короче, максимально короче, если сказать, я люблю MSFit.
И эти часы неплохие, но они обманщики. Та-да. В Архангельской области, в очень маленьком городке, Денис. Как тебе Redmi Note 8T? Никак в ручках не держал. Заметил в сфере производства зарплат намного выше, чем в других. Да, есть такое дело. Какие ТВС наушники взять до 2000 рублей? Тимоша, бери Redmi AirDots, либо Huawei GT. Вот, 2. Вот. Топ-10 есть на канале, посмотрите. Какой порекомендуете ювелир? Никакой. Посоветуешь QCY T5 или что-то вместо них? Не могу посоветовать. Так, T5. Советую QCY T5, можете посмотреть. Да, 400 лайков есть, спасибо большое. Mi Watch нагрудник можно подключить? Неа. Это чисто такие фэшн-часы тоже. Вот это фэшн-часы. Это фэшн-часы а-ля Huawei. Вот, а это фэшн-часы а-ля что-то там. Вот Huawei, кстати, GT2. И вот Honor. Ну, точнее, вот Xiaomi. То есть они вообще скоммунистизили внешний вид, сделали их дешевле. Но учитывая, что эти стали стоить 11, а на этих глобалки нет, пока 100% эти. За 11 эти однозначно не Xiaomi, к сожалению. Что лежит слева около двух пар белых наушников? Это коробочка под грузики. Вы, кстати, третий, кто за стрим спросил про нее. Не забываем прожать лайк, написать в комментариях, что еще купить, и все. Есть подозрение, что ты работаешь в финансовой сфере. Марат, я много где подрабатываю, но не в финансовой сфере. Но было немного. Не будем. Сейчас не работаю. Жилет с подогревом хороший. Жене зашел, Влад. Как бы она у меня мерзлячка, ей понравилось. Твоя работа связана с дебука. Что же вы меня мучаете? Саша, ты левша? Нет, я правша. Дальше, что лежит? За 30 долларов можно годные смарт-часы найти? Нет, Денис, берете Honor Band 5, либо Mi Band 4 и все. Здорово, вином. Посоветуешь QCY T5 или что-то вместо них? Huawei FreeBuds Lite, по-моему, так. Либо QCY T5, вот такой формы. Либо для фанатов Blitzwolf'ов, вот специально, они меня замучили. Но 3 часа автономности, это, конечно, не знаю. Я не люблю я Blitzwolf'а в последнее время. ОЕМки берут, не допиливают. После FIA 7 нехорошо. Нехорошо. 4 месяца мониторю ТВС наушники, вкладыши. Никак не могу выбрать. Рассчитываю на 40-50 баксов. Никакие. Ну, хотите, купите TISA AX, но они вас разочаруют. Лучше копите для AirPods. И не думайте. Понятно, что это еще очень долго. Либо купите затычки за 20 баксов. Там жалейте Акума отдельно покупать? Да. Лучший смарт за 100 долларов. Такого нет. Просто. Да, отдельно. Yonio Q70. Не дошли еще. 400 есть, да. Не забываем прожать лайк за формат. Такой домашний. Понял, ты Джеймс Бонд. Нет, нет. Я грузчик с лицензией на погрузку. Не, я человек, который, наверное, здоровьем вывезет еще как-то свою жизнь, если что-то не пойдет не так. Дальше. Или не вывезет. Купи Honor Band 5i. Они просто пятые, похоже, ничего общего не имеют. Может быть, Мора. Посмотрю. Не в курсе был. Вы порекомендовали парню 21 год, у которого нет образования и плохой военный билет, ехать в большой город. Смотря какие у вас есть возможности, способности и готовность. Может, вы женитесь выгодно. Так-то. Хотя это низкая вероятность, если честно. Не такая она высокая. Хотя, если вы всеядны, то высокая. Sailable S119 заказал. Попробовал ли наушники от Xiaomi Shimodaun? Да, посмотрите на канале Азат. Посоветую планшет до 10 тысяч. У меня у ребенка самсунговский, дешевенький, до десятки на Т-моле. Грузчик работящий, или там про сварщика песня была. А Сантьяго, я, кстати, фундаменты... Вспомнил, я еще был фундаменты строил. Ну, немного, недолго, но варить умею. Сварка, только не полуавтоматом. Полуавтоматом я плохо варю. Только пришел, какие наушники посоветуешь? Топ-10 на канале. Живу в 40-тысячном городе, думаю, что в 400-тысячном населении город выскочит. Денис, тогда уже миллионник. Снимать комнату и надеяться на светлое завтра. Может быть, куда-нибудь устроитесь из разряда какую-нибудь кофейню официантом. Вопрос еще в фотокарточке. Если сможете себя хорошо продать, можно очень неплохо устроиться. Жду обзор на Mifo O4. Варвара я не жду, не покупал.
Подскажи, ну, куплю, наверное. Если ты просишь, то, наверное, надо покупать. Подскажи наушники до 80 баксов. Топ-10 на канале. Копия AirPods еще не сдохла. Да у меня их столько было, что я вам не скажу. Вообще, вот кому я не посылал AirPods из разряда просто так, из стареньких, у всех они дохнут. Та-да. Так, прикольные ламповые стримы. Я рад, Денис, но лампу я забыл у ребенка. Лично мое мнение, лучше планшета от iPad. Артем, я вчера сидел и смотрел на этот планшет за 80 штук. Хотел купить ребенку, но, в общем, решил, что ему будет слишком жирно за 80 тысяч покупать планшет, правильно? А за 20 мне же жалко, потому что он уже морально устарел. Вот. Так, на МПО я ничего делать не хочу. Не знаю, если они меня... Я даже им писать не буду. Если они на меня сами выйдут, тогда черт с ним, пусть посылают. Дальше. Приехать, работать и учиться. Да, работать полюбас надо. А учиться... Видите, дело в чем? Дело в том, что я считаю, я к образованию, как человек с двумя высшими образованиями, отношусь крайне посредственно. Я считаю, что не зря статистика гласит, что самые богатые люди получали высшее образование уже после того, как сделали капитал. Как бы так. Все мои знакомые чуть ли не покупали дипломы, у кого очень вкусная зарплата. Это не руководство действию, это руководство к тому, что диплом не даст вам мозгов. Мозги могут дать только вам попытки вот, что-то как-то в жизни настроить, но это уже как лайф-коучинг получается от техноблогера. Но на своем уровне, говорю, два диплома, 2 квартиры в Питере, 36 лет, кредитов нет, зарплата норм. Не знаю, у меня позиция простая. Сопли на кулак намотал, встал и пошел. Вот. Нет времени бухать, нет времени ныть. Есть время, можно иногда по таблетке получить, чтобы как бы душа успокоилась. Мужик иногда должен получать по таблетке, а так все остальное мелочи жизни. У меня не сдохла копия, причем их 2 уже гоняют 2,5 месяца. Мне кажется, упаковку под тебя просто специально делают копии. Мне кажется, покупают оригиналы, вставляют в бокс из-под копии и посылают себе. Шучу, верю. Вполне возможно, потому что, опять же, комменты под видосами на обзоры вот этих вот реплик, опять же, реплик, народ пишет, что норм. А так, кому из знакомых я не посылаю, у всех они умирают. Как-то опять народ набежал. Не забываем прожать лайк, подписаться на канал, а самое главное перенажать колокольчик. Дальше. Обзор будет на iPhone 11 Pro Max? Да. Да, букв уже мне не очень много, и если я супругу говорю, чтобы она мне его дала на обзор, я расскажу, потому что купил-то я ее ей, а не на обзор. Вчера в кинотеатре напился, потом так часто захотелось, потом, мафиозник, я пока удалю это дело, а потом, к сожалению, мне придется тебя заблочить, потому что нет чернухи на канале, нет мата и нет оскорблений. По возможности уважайте других. Да, согласен, неоправданно дорого, как для железяки, но количество качественного софта для такой штуки это круто. Да, Артем, да нет, это недорого. Если у вас зарплата под 2 сотки, у вас нет кредитов, то почему нет? Идите покупайте за 80 рублей и забудьте о планшете на ближайшие 3-4 года. Это же кайф. Я говорю, вот у меня часто спрашивают, откуда у тебя столько девайсов. Ну, друзья, у меня товарищи, которые работают на моей работе, катают на тачках по 3-5 миллионов. 3-5 лямов. Вы прикиньте, это если суммировать все, что я потратил на, на блогинг, посчитайте на канале, даже если там 3000 обзор, обычно больше, ладно. Если, в среднем, наверное, 3. Там 500 обзоров. Потому что были ноутбуки по 70 тысяч, были мониторы, даже по 4, ладно. Даже, ладно, 2 миллиона я потратил, но 2 миллиона за 3 года, это не 3 миллиона на тачку, плюс у людей гаражи, плюс дачи, я вообще чумею. То есть, а потом вопрос возникает один, куда люди девают деньги? На комфорт. У тебя под попой крузак, за который ты платишь 3 мульта плюс проценты, и нечего удивляться, куда у тебя уходят деньги. Не обязательно вышка есть, понравится какая-то рабочая специальность, на нее выучиться. Да, вообще тему никогда не печалятся сварщики, их всегда мало хороших. Реплика как рулетка, люди хотят сэкономить, при этом, чтобы качество было как у оригинала. Да, к сожалению, да, но очень многие не слышат разницы между репликой и оригиналом. Дальше. Через месяц после покупки Onyx Neo наушники стали выключаться через пару минут после сопряжения. Серхи, я очень благодарен, что вы поделились данным мнением. Я их, в принципе, не собирался обозревать, потому что захейтил я и обычные, по-моему, Spunky Beat. Вот. Ну, насколько я мог захейтить, чтобы народ не побежал от меня. А так, все это мелочи жизни.
Дальше у дочки iPad 2018 за 23 тысячи, купленный Apple Pencil, все отлично рисует, и я рад. Про сварщиков с языка снял. Thanatos, да, вот это мужички, то есть дальнобойщики, сварщики, грузчики. Не к тому, что, мне кажется, это самые такие hardman profession, то есть не охранники, потому что ты все-таки ходишь со стволом тупо и делаешь квадратное лицо. Может еще шокер на тебя повесить с дубинкой. Ну, броник ты поносишь. Позвонки послеживаются. А такая вот прям веселая профессия. Это особенно высотник какой-нибудь. Анкер P2 Live не чекал? Неа. У анкеров вообще ничего не смотрел. Ну, пойду найти человека, который не хочет кататься на дорогой машине и не жить в доме на Мальдивах. Нет. Я вам скажу честно, Артем, у меня есть мечта, не будем называть ее голубыми цветами, у меня есть мечта. У меня была одна маленькая мечта, я ее реализовал. Теперь одна большая, которую я точно не реализую, но она есть. Я хочу купить себе Мазерати за наличку и потом разбить ее в хлам, ну, в определенном состоянии. Понятно, что никогда это не произойдет, но вот такая вот спрашивают, у тебя есть материальная мечта? Есть, как бы вот такая. Будет ли она когда-нибудь, получится ли ее реализовать? Нет. Да и черт с ним, зато она есть. Дальше. Я вот, хотя пока и не жалуюсь на отсутствие заказов, рассматриваю профессию сварщика к освоению. Мора, она вообще норм. Дальше. Моноколесо уже конкурент мототехники тогда. А с машины они вообще из разных параллелей. Логично. Сам на машине или все на видосы? У меня нет даже прав. Норм эти уши полноразмерные со стола. Нет, Mixsider E10 мне не понравились. Ну, мое мнение. Бука, а что iPhone? Нового ничего не услышишь. iPhone это просто другой телефон и хорош. Да, ДОП-10 на канале. Ну, я думаю, все, пора заканчивать. Нас уже меньше, чем 150 человек. Спасибо, что были на канале. Спасибо, Мора, спасибо, Варвар, за поддержку, как древние. Спасибо, Богдан, за вопросы. Спасибо, Паковка, что пришел. Видите, вы говорите, мы с Паковкой часто не согласны. Я тоже считаю, что Mixsider E7, учитывая их стоимость, просто топ. Будет ли обзор на Syllable S119? Да. Виталик, удачи. Топ-10 на канале. Т80, счастливо и привет. Танатос, да, приходи по воскресеньям, у нас стримы. Мы тусим. Какая мечта, только хочу также разбить Бугатти. А я хотел сначала Бугатти, а потом понял, что она в 3 раза дороже, чем Мазерати. Это совсем уж как-то несбыточно. Спасибо за стрим, пожалуйста. Не планирую умирать, кстати, Артем. Я планирую его просто разбить. Игорь, счастливо, бро. Можно тебе соткой подписонов на жизнь заработать? Нет, Влад, ты очень сильно ошибаешься. Там все очень на тоненького. Когда-нибудь расскажу. Вот. Всем спасибо и пока. Счастливо, Варвар. Эдик, счастливо. Рюкзачок. Счастливо. Богдан, еще раз. Конкурс забыл. Тын-тырын-тырын. Ну, народа мало. Давайте на неделю. На неделю я запомнил. Будет 100%. И здесь под стримом укажу. Мне кое-что придет. Я также сделаю обзор на стриме. И проведу розыгрыш. А под стримом укажу победителей. У меня есть 5 вот таких копий еще. Нужно сделать обзоры и сразу там через дня 3-4 разыграть. Мне iPhone 7 Plus за 13 тысяч предлагают. Если он норм, Ичи, бери, тебе понравится. Выпрыгнуть в голливудских фильмах в последний момент. Артем, ну хотите, давайте я проведу. Ну, мне кажется, это как-то 100 человек маловато. Тоже хочу поделиться. 20 лет, 5 курс. 5-й курс, и все это время работал грузчиком, охранником, разнорабочим, сейчас менеджер. Ну, да, Евген. Но менеджер, согласись, это понятие такое растяжимое. Мне одна знакомая моя рассказывала, я все ее пытал, у нее там ЗП 1070 в банке в Петербурге. И в итоге я, в общем, узнал, что иногда она делает больше ляма в месяц. Не буду говорить как, но разные профессии, разный мозг, разные способности и возможности. Может быть, буду тоже менеджером когда-нибудь в банке. Повезет, может. Не забудь про меня, Мифа У4 бери. Да, копии всегда заходят, значит, этим сотням повезло. Нет, ну не копии. Эти копии я не собираюсь. Я Mi Band 4 собирался разыграть. Тан-таран-таран-таран. Давайте, в общем, Бука разыграю все-таки на неделе. Вы же знаете, что разыграю. Надо что-нибудь серьезнее уже разыгрывать, какие-нибудь телефоны. Потому что как-то все это так
на тоненького, да. И в описании под этим стримом через пару дней появятся победители. Так что так. Мне, может быть, будет все-таки выходной на неделе. У меня реально, кстати, не было выходных вообще с прошлого года. Вот. Прикиньте. Вот такой я мрачный человек. Но завтра, не завтра, послезавтра, может быть, будет жить в хостеле. Ну, а почему нет? Друзья, давайте все разыгрывать. Разыгрывать. Давайте все прощаться и потом разыграем. Спасибо, что пришли на стрим. Вот. И чего еще? Пишем в комментах, что еще купить. В следующее воскресенье еще стрим. На неделе чего-нибудь придумаем, потусим. Пейсы разыграю. Пейсы умерли. Не получится. Галарп оставлю, конечно же, стрим в записи. Главное, мата не было, рекламы не было. Всем добра, друзья. Покупайте кока-колы разные, вкусные. Не реклама. Вам зайдет.